Всем привет, начинаем стрим, день 15. Итак, остановились мы на сплайнах вот этих всяких. Это же сплайны, правильно? Сплайны, правильно. В общем, так, вот этот материал я уберу. Тут еще много чего можно убрать, в принципе, да. Кемп можно убрать. Так, у нас есть вот этот сплайн. И, в общем, нам надо создать актора, назначить вот этот дефолт сцен root и прочее. Подожди. Ой, что это такое? Это сюда. Так, назначить default root сцен, чтобы, в общем, он был сцен компонент этот, в него засунуть вот этот сплайн, и в нем, чтобы это все находилось вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Создать этого актора, и мы будем назначать. Один, значит, у нас будет под путь, то есть сплайн мастер какой-нибудь. И от него наследуется один для спамна этих кубов. Я так подумал... Вот я не знаю, я хочу, чтобы они аккуратно стояли, башенки. Просто если не аккуратно, тогда надо делать, чтобы сами башенки выстраивались. Если аккуратно, то... Я даже не знаю. Через сплайны делать именно вот эту часть. С вот этими вот штучками. Так, в смысле landscape. Что ты не выбираешь кубы? Алло. Поняли, в чем прикол? Ну все, тогда сплайны, получается, будут. Все, кубы я удаляю. Так, есть у нас, есть. Значит, что касается этого, тут мы... Тут мы сможем поменять наш rotation всевозможный. То есть как нам надо, чтобы куб этот отображался. Короче, давайте вначале создадим актора, посмотрим, как это все работает вообще. В целом. И так далее, и тому подобие. Значит, сплайн мастер. Сплайн мастер будет компонент. Я вот тут его пока открою. Сплайн header компонент. Сюда мы его поставим. Counter widget мы тебя скроем. Мы тебя скроем. Time counter widget. Time counter widget скроем тебя. Wave data пока что скроем, нам не понадобится. Все окей, потом все остальное потом. И давайте создавать. Splinial all classes. Это от актора мы наследуемся, да. Splinial мастер. Splinial мастер. Spline Tower будет. Spline Tower. И Spline Enemy Pass. Такого. Spline или Enemy Pass. Типа S. Ну, типа Spline. Или Master Spline. Spline. Ладно, и так назвать. Короче, в общем, Spline. Сплиния, паблик. Вот сюда вот создадим попочку. Создать папку Spline. Spline выбор папки. Чтобы здесь прописывать все это, но тем не менее. Pass Spline есть. Create class. Create class. Сейчас посмотрим.
Spline Component, он, значит, в Components находится. Spline Curves. Есть, но он мне сейчас не дает. Сейчас надо этот лайфкодинг, чтобы прошел. И закрыть этот. Ну, я отсюда закрываю его. Save selected. Что-то мы меняли. Скорее всего, вот этот rotation у сплайна. Reload all. Опля. Что у нас тут есть? У нас тут есть spline position linear. Этот f-spline point. Scale, rotation, эти. И вот он spline компонент пошел. Spline компонент. Я все же в идеале... Ну, конечно, я, наверное, так не найду. Это пусть мне ГПТ подсказывает, потому что... Прикольно. Date spline. Этот по поводу какого-нибудь массива, который все вот эти точки содержит. Ну, там, вероятнее всего, метод вызывается, который возвращает эти точки. То есть он нигде не записывает его, но это не точно. Булы всякие. Spline point, add spline point, все понятно, окей. Хорошо, spline point. Давайте создавать это все дело и добавлять. Тик нам пока... Да тик нам вообще, в принципе, нафиг не нужен здесь. Шел вон отсюда. Мы тебя не любим. Сразу include components компонент с line компонент. Scene компонент, по-моему, он и так есть, но это не точно. Сейчас будем смотреть. View property. Edit anyway, blueprint. Blueprint read only. Категория Spline Master. Spline Master SM. Короче, будет для экономии места. Use scene component. Scene component scene component. Здесь у нас spline component. Spline component. Я тебе не верю, что ты знаешь, что это такое. Ну, давайте проверим. Хорошо, пока ничего не пишем. Spline. Spline. Может быть, действительно он знает. Сюда добавляем scene component. Scene component equal create default subobject use scene component name. Почему у меня всегда с большой буквы? Ты не успеваю отжать, что ли? Name text. Text scene component. Вот так вот. Scene component. И здесь у нас spline. Spline component. Scene component. Spline component. Spline component. Окей. Да. Скобочки не хватает. Одна скобочка пропущена. Есть такая история. Потом обязательно перед этим мы root component equal scene component. Ну и spline component
Setup. Не понял. Вот все-таки его не знаю, что ли. Класс. Use spline. Component. Но это тут не должно было повлиять никаким... Или повлияло, смотри. То есть все-таки не знает. Ну, хорошо. Мы объяснили. Spline component. Get attach. Setup attachment. Attachment scene component. Есть. Scene component. Мы его добавили. Пока что, в принципе, нам ничего не надо здесь. Здесь нам ничего не надо. Потому что в пути нам надо будет одна вещь, а вот в расстановке именно места, где может башня построиться, у нас будет на констракте то, что... Короче, констракт будет каждый сдвиг там проверять кое-что. И мы, если ставим true-false, короче, будет булевая у нас. Типа bis debug такого сделаем. То есть, если она true, то он будет отображать вот эти вот все кубики, которые на каждой точке. То есть, он возьмет, пройдется по native констракту. Тогда native констракт там будет каждый... Ну ладно, это потом уже, когда дойдем до этого, покажу, что я хочу сделать. Так, F7. F7. И смотрим, есть ли какие-то приколы. Приколов нет. F5. F5. Да ёп, не падай. Так, вот здесь вот тест я бы добавил, чтобы мы понимали, что это тест. Тестовый сплайн. Тут вот мы новый new folder с spline. Spline. Я хочу какой-нибудь цвет ему дать прикольный такой new color. Давай что-нибудь выберем. Он как раз белый, вот такой вот хочу. Ближе к этому. Вот такой вот хочу, все. Spline. Здесь пока пуст, потому что нам надо вначале создать для... Что мы сделаем для enemy, чтобы они ходили через эту точку. Кстати, это может быть и точкой спавна нашей. Этот сплайн. Или не может быть точкой спавна. Не обязательно, что это точка спавна. Нет, точка спавна отдельно. Он будет идти к первой точке, к второй, к третьей и так далее, до последней точки. А потом уже от последней точки идти к базе, либо мы последнюю точку прямо в базу воткнем. Такого. Окей. Значит, tools new cpp класс, spline. Spline master. Next. Spline enemy pass. Enemy pass. Какой my spline сейчас, когда больно. Spline enemy pass. Идет. Так, папочка вот такая вот. Spline enemy pass. То есть он как бы, ну, логично, да, что он делает? Думаю, из названия понятно. Что это такое? Spline enemy pass. Create класс.
Кстати, не посмотрел. Ну, нам все равно создавать от этого надо. На мипасы наследоваться. Че, смысл потом перенаследоваться? Так, это закрыть. Релот. Enemy pass сюда, spline pass, spline enemy pass сюда. Кстати, да, вот этот вот SBD slash SBD slash SBD, а вот здесь тогда не нужен он. Вот. Так, вот. Есть. Все это сохранить. Сейчас наследуемся от него. Посмотрим, что там и как. Что нам надо. Посмотрим вообще, как с ним взаимодействовать. И пустим врагов, чтобы они понимали, что, куда и как. То есть настройку enemy производить. Сейчас enemy у нас двигаются строго к цели. И все. Шел. А вот там по-другому. Там надо дошел до одного, пошел к другой точке, третьей точке и так далее и тому подобное. Немножко иная система. Так, значит, blueprint класс. Enemy bus. BP. Enemy bus. Открываем его. Сохранить, пожалуйста. Так, spline компонент. Есть вот он spline компонент. Это spline тест мы закрываем. И вот это, наверное, мы удаляем. Сейчас для теста будем этого использовать. Хорошо. Есть. Давай, раз. Допустим, предположим. Не, давайте рядом делать. Не на этой, чтобы не путать тесты. Там, этот, там. Есть такая история. То есть мы можем спокойно его подвинуть, как нам надо, правильно? С зажатым альтом еще выдвинуть и так далее и тому подобное. Теперь у меня вопрос. А как он будет двигаться? То есть сам enemy, он же будет напрямую идти, правильно? А не вот это вот. То есть если я хочу вот это вот, то мне надо, ну, по точкам самому описать его, правильно? Я сейчас нарисую просто хоть что-то, ну, кривую какую-нибудь пешечку нарисую. Плюс-минус такой вот. И будем смотреть. Привет, а зачем промежуточные точки ставишь между поворотами? Для теста. Для теста ставлю. Я сейчас тестирую, я ж, ну, не прикасался к этой фигне. Сейчас будем тестировать, как оно работает, сколько точки, как вообще по точкам работает и прочее. Мне для тестов надо эта буковка, да. Ну, именно вот, чтобы побольше точек было. Так, хорошо, есть у нас это, допустим, есть. Что мы можем вообще получить из этой штуки вообще include? Spline, нет, компонент с spline компонент. Привет, да, я не ответил. Привет, я мог забыть. Привет, привет. Так, spline public protected begin play virtual
Virtual Void begin play. Override есть. А что такое? Что такое? Это не так, что дополнительные точечки. Мне нравятся дополнительные точечки? Или что? Супер. Супер, begin. Play. Есть. У нас есть spline компонент. Spline компонент. И мы из него можем достать get. Я хочу all marks. Что это он даст тут? Object mark. Get marks for. Это же вот эти вот марки, правильно? Или это совсем другая история какая-то? Наверное, тут лучше уж не ковырять его, а побыстрее будет обратиться к ГПТ. Spline component. Так, вот сделать. Просто скорость актора, движущегося по сплайну, может обрываться на таких точках. В смысле двигающийся по сплайну? Он как по рельсам едет по ним? Так, вот это интересно пошло. Вот это мне больше нравится. То есть он как по рельсам будет ехать по ним, по этому сплайну. Просто я как думал, что, мол, ты берешь точку 1, говоришь актору move to этот, он дошел, он следующую берет из массива этих точек и двигается. Все точки. Так. Как по рейсам, даже синематики на сплайнах делают. Я по рельсам вообще кайфово приветствую. Рейсом. Рейсом. Так, ну если как по рельсам, но там же не просто move to, правильно надо дать ему. Так, get number of spline points, effector point location, spline get location at spline points. А ну-ка, давайте spline. Ой. Фу. Кому сказал фу? Spline get location. Location at spline point. Spline point world. То есть он по индексу принимает и возвращает локацию именно этого. Вот так вот это делается. То есть мы передаем какой-нибудь сюда. И передаем сюда spline point type space. Spline. Чё? Chord. Chord. Spline chord space. Вот этот word. World. Поняли? Ну да, типа мы world не word. А почему и? Потому что ГПТ, как говорит, можно получить из него же можно получить это. То есть for int 32 и equal 0. Там те точки нужны только для изгибов, наверное. Ну, потому что сейчас я покажу, что я думал. Get number of spline points. Вот они, красавцы. Меньше либо меньше. Ну ладно. Не, это слишком сложно то, что ты описываешь. У сплайна есть функции типа getLocation at distance, где distance это float от 0 до 1 в эквиваленте длины всего сплайна. Все, что тебе надо сделать, это привести положение актора в положение на сплайне с помощью чего-то типа таймлайна. А как же move to? Сейчас мы дойдем, там ГПТ мне рассказывал, как это. Короче, я думал, что мы получим вот такую вот фигню. Ну, понятно, что мы результат вот этот, вот, тут же он возвращает как бы локацию в вектор.
Мы это все запишем, у нас есть массив, и все, он типа пошел. Мы берем, ну, первый индекс, не падай. Дошли до него, второй, третий, четвертый, пятый, ну и так далее. Ну, тут мы логику понимаем. А если вы говорите по рельсам, давайте смотреть. Двигать актора по сплайну, как по рельсам. Обычно это делается через длину сплайна и функцию get location at distance along spline. Это вот, походу. Пример в классе А актора spline есть, move speed есть, distance along spline есть, tick. Угу. Вот мы наконец tick можем использовать, да? Distance along... А, у кого? Подожди. В классе А актора. Здесь, что ли? If spline return, distance along spline плюс move speed плюс delta time. Ограничиваем по длине сплайна. Spline length, spline get spline length. Distance, spline distance, что-то там. Effector new location. Spline get location. Этот set actor location and rotation. No location, new rotation. Оу. 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 Вот так вот. Варианты поведения. Если хочешь строго по точкам, можно использовать get location at spawn point и двигать по сегментам. Ну, короче, точки вот эти вот получения нам понадобятся в этом расстановке башенок, потому что нам на этих точках надо будет спавнить этот, ну, чтобы показать вот эти вот кубы, короче. А если хочешь плавное движение, как поезд по рельсам, используй get location distance along spline. Get location distance along spline. Он типа берет дистанцию между вот этот по лерпу какому-нибудь. Но это я без понятия представляю, как это работает. То есть между текущей точкой и точкой той конечной, ну, до которой ему надо добраться, а потом следующее, и передвигает плавно. Где вот это вот передвижение, это у нас как раз таки есть вот эта дельта на move speed. Да. Это так. Это actor location and rotation. Ну, давайте делать, хорошо. Это я закомментирую пока что. Значит, потом опять к ГПТ не обращаться. Потому что это понадобится, я же говорю. Так. Но тут вопрос. Потому что кто именно, к чему именно будет, кто что будет делать. Либо у нас, ну, это на тик мы будем вешать. Это первая задача на тике. У нас enemy характер будет всем этим заниматься. То есть у него будет на каждом тике. То есть где-то здесь при инициализации мы в него засовываем данные, то есть к какому сплайну он относится. И он пошел. Он пошел, короче. Вот это выполнять. Весь вот эти вот расчеты, просчеты. Каждый выполняет. Либо у нас вот этот spline enemy pass получает массив этих самых, постоянно записывает массив, постоянно проверяет все это на те... Нет, это что-то шляпа. Это какая-то шляпа. Потому что нам надо всего лишь сплайн здесь получить. Указатель на сплайн. И доставать из него get вот эти location и distance along spline. И spline get rotation distance. Distance along spline. Короче, то же самое делает для ротейтора, точнее, и для локейшена. Вот. А это все вместо move to, который у нас в мозгах выполняется. И это вообще мозг должен делать. Init brain. Здесь происходит init brain. Move to location. Location player camp. Player camp нам не нужен. Соответственно, в player info data мы как раз таки можем засунуть этот plain spline. Spline мы должны будем засунуть. Окей. Окей, это интересно.
Я так понимаю, что это мозг, да, должен? Или нифига не мозг? Set actor location and rotation. Если actor location and rotation устанавливается, ну, то есть мы должны ему установить. Это же GPT, типа, сам предложил метод, правильно? Нет же у нас set actor location, set actor location. Rotation есть одновременно. Интересно. Location, new rotation, bit sweep, hit result, телепорт. Ну ладно. Есть такое, да. Ну, в общем, мы его устанавливаем. Хорошо, тогда тик надо добавлять. Тик к актеру. Наконец-то тик понадобился. Представляете? Ужас. Я в шоке. Вы в шоке, потому что я в шоке. Так, по правилам у нас бы вот это вот вниз пошло. Вначале виртуалы просто, потом обычные, потом ее функшены по тем же виртуалы и обычные. Вот так, короче. Виртуал. Void. Тик. Я не помню, там просто тик или не тик. Вот. Просто тик, да. Virtual float, тик, float, дельта. Дельта time. Right. Тик. Есть. Обязательно супер в начале. Супер. Тик. Дельта time. Супер дельта time. If spline return он мне здесь предлагает, то есть проверить. Нам это обязательно надо. Нам это player info data. Тут true. Приветствую. Дельта time. С днем усталости от рыбалки. Я тоже с этим днем. Прекрасный день. День усталости от рыбалки. Line length, move speed. Вот и. Значит, move speed, distance along spline. Distance along spline. Че? Больше, чем spline, distance spline. Это у тебя первый тик. Поздравляю. Да, это первый, да, спасибо, да. Ну, вот это вот надо на тик вешать тут, да. Хотя можно и на таймеры, но таймер туда-сюда этот самый дельту спрашивать. То есть можно, в принципе, но... Можно, кстати, на таймеры повесить. 0.2 какие-нибудь поставить. Он все равно от дельты будет отталкиваться. То есть брать дельту, записывать. То есть, как бы, без вопросов. Можно и на таймер. Все, на таймер тогда, чтобы не лишаться девственности тиковой. Как увеличим дистанцию по сплайну. Speed умноженное на дельта time. Дистанцию сплайн. Теперь мужчина. Молодец. Лэнг. Ну ладно. Нам надо вначале получить доступ к сплайну. Тут вопрос, конечно, как у нас вообще формируется вот этот player infodata. Init enemy character. Enemy character у нас game mode спавнит. Init enemy character. Player PS. Player PS. Get player data. Идем сюда. Что такое player data? Великолепно. Player state. Set player data, вот идет set player data, но я так понимаю, это ее GS использует. В PS-ку загоняет GS-ка. Нет? Нет. Значит... Че? Set player data, вот set player data. Player data, вот он ее записывает. И триггерит
Set player data. Что такое set player data? Main game. Подожди, а геймод где ее получают? Вот что мне надо было, а не пойти дальше. Так, геймод передает player info data. Player info data, он заполняет здесь ее. Правильно? Правильно. Достает коинсы из стартовых коинсов в начале. Name pawn он достает из player pawn get name, потому что там всех этих перебирает. Main pawn, это мы тут name pawn, main pawn, понятно, да? И потом enemy start. Enemy start, он берет enemy start. И enemy camp, он тоже ищет enemy camp. И что, он должен то же самое искать эти самые, как их? Мне не нравится такая история. Enemy start, get actor location. Enemy start, player camp, get actor location. Подождите. Мне такая история не нравится. Мы можем создать этот самый, чтобы на сцене выбрать у старта. У нас же есть старт. У нас же есть... Я сейчас дам больно. Player старт. И вот здесь у нас порнография с кубами. Ну, за мной там. Так вот, оп. Вот здесь порнография с этими кубами. Ну, сейчас испарится у нас за ненадобностью. И вот эти плеер кемпы и прочее, кстати говоря. А зачем мы получаем плеер кемп, если вот здесь вот он есть enemy start? Enemy start и плеер кемп у нас в нашем старте есть. Что за приколы? Player starts есть. Вот мы получили enemy start. Все. Так и с него можно доставать. С него доставать с него. Угу. Там в массиве все. В виде U-объекта. Это же существовало для нейминга, этот массив, а не для хранения. Но мы можем сделать его и для хранения. То есть в старте, чтобы сразу не пробегаться по этому. По всем акторам. Вот это вот не заниматься поиском. Потому что акторов будет становиться больше и больше и больше. И это будет напряжная, короче, история. А так мы четко знаем, что к чему. Соответственно, мы в player старте зададим... Подожди, enemy start player camps. Подожди, это не то. Name pawn. Player info data. У него нет доступа к этому старту. Нейма. То есть нам все равно старты надо будет тогда находить. И по тагам определять. Вот это тут то же самое делать, только старты определять. Но их два. То есть, как бы... Все равно он будет искать среди всех. Авторов. Беда. 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 Беда какая. Прям беда. Но у нас-то где-то записывается в этот старт, правильно? Где у нас старт записывается? Кто загрузился, кто выгрузился. Вот эта вся фигня. Он wave. Так, wave, update. Нет. Authority set init player places place actor. Он здесь вот он их ищет. Замечательно. Подожди. Init player places. Мы у player stat actor заказываем этот, и он там по этим бегает, по неймам как раз таки. Так вот, если мы получили к нему доступ, player start, здесь main pawn получил доступ, так у него через у main pawn как раз таки и будет все вот эти вот, можно данные вытащить. Это как мы это в геймод скинем, непонятно.
Ну, у актора, благо, вот это вот все равно не надо делать, короче, set actor location, rotation надо, да, но вот это вот не надо делать, init не надо делать, соответственно, э, соответственно, чуть попроще. Потому что неймы не надо будет раздавать. Ну да, они назначатся в другом месте. В другом месте назначатся. У. 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 Enemy start, player start. Если player start, тогда уж и enemy start будет. Enemy start. Enemy start и player. Секунду. Сейчас, секунду. Написать. Так. Есть такая история. Есть. Что мы делали? Петлим. Убили. Player Start, если мы будем получать, и в нем будут храниться два вот этих сплайна, потому что два они нам нужны, и все, больше ничего не надо. То есть сплайн Enemy Pass и сплайн Tower. Все. Мы обращаемся к сплайн этому и назначаем их сюда. То есть мы пробегаемся по актору этому. Смотрим, находим двух вот этих вот спавнов, спрашиваем по неймингу, подходят, нет. То есть вот такая вот пробежка идет, только один цикл будет, а не два. И записываем туда информацию о сплайне первом и втором. Все. Там еще кемп есть, твою-то мать. Кемп destroy, add. Вот это вот тоже надо, кемп получить надо. Тогда вместо вот этого просто тот будет. Enemy start уже надо, твою мать. Да. Подожди, какая разница? Мы же все там можем указать. Все там просто достаем его и назначаем. Все делаем то же самое. Ну да, все это просто в одном будет. И достали, и все, и назначили. Не надо это самое. Хорошо, идем. Где у нас Player Start вот этот? Какой-то.
The Camel Case Inquisitor. Старт, player start. Хорошо. Мы идем в player start. Player start. И он нам нужен. Здесь нам нужен. Кто нам нужен? Нужен нам начало наше. То есть стенами вот этот спавнер. Потом наша база кемп. И сплайн нам нужен. Вот эти вот 3 товарища. Мы должны указать. А не вот это вот. Вот это вот нам уже не надо. Но пока оставим для... Потому что так надо. Смайлик, да. А вот здесь вот надо поменять. Player start. Player start, actor array. Еще раз. Класс. Класс. Где мы это делали? Вот здесь вот. Player start. Нет, это не здесь мы делали, в геймоде. Угу. Enemy start. Enemy start. Указатель. Enemy start. Enemy start. Потом player camp. Player camp. Enemy start. Camp. Player camp. Player camp. Player camp. Player camp. Camp и сплайн. Причем 2 же должно быть. То есть первый сплайн это enemy spline, spline, spline enemy path. А второго сплайна не существует. Давайте его создадим сейчас. Здесь вот CPP класс. Spline. Мастер сплайн тавер. Таверс. Сплайн таверс. Таверс create класс. Сейчас создадим его и все будет. Так, ну билд failed, это понятно, потому что мы там написали всякого. Расписали, и ему не нравится это. Spline Towers, пока сюда. Пойдешь, а ты сюда. Так, мы добавили и сюда то же самое. Spawn Towers. Таверс. Ну, чтобы сразу с ними работать уже. Spline Towers. Spline. Enemy Path. Есть контакт.
Есть контакт. Пу-пу-пу-пу. О. Мейнгемод. Мейнгемод должен их получить. Мейнгемод должен их получить. У него другое, там другая история, ну да ладно. Player Start. Player Start, static клад. Ну понятно, что ты не знаешь, что это такое. Camp include. Player. Player slash player start. Мгм. Так, значит... он вернет акторов, да, твою мать. Нам Нет, нам не пофигу. Ну, конечно, нехорошо, но... Player Start. Player Start. Вот этот кемп и этот нам не нужен, но мы пока его не трогаем. Здесь запишем for actor. Item. Sub-item. Item. Sub-item. Player Start. Player Start. Player Start. Что нам надо? Нам надо спросить у этого самого Enemy Start. Player, у Player Info Data еще надо добавить ему. Помимо вот этого всего. Enemy Start, еще и Player Start. Player Start. Player Start. Player Start. Player Start. Player. Хорошо. Очень хорошо, все очень хорошо. Хорошо идем. Все вроде сходится. Пока сюда, потом if sub item. Вот тут начинаются приколюшки, потому что нам все равно нужно вначале его привести к этому типу, player start. Дело в том, что... потом достать именно тот так, потому что там не обычный так, там другой так используется. У него... Где player start? Вот он, player start раз, этот... Ну, понятно, релиабле, он такой товарищ. Есть какой-то способ быстро в плюсовый файл переходить? Ну, кроме как по методам шлепать. Ну, и по папочкам вот тут бегать. С этим релиабле он вообще мне все портит. Player Start. Так, это init Player Place Implementation. Немножко не то, нам это не надо, да. Это вот здесь происходит. Player Start. Player Start. Player Start так. Но дело в том, что у него... я не знаю, у него есть Player Start таги или нет. У акторов обычных. Sub-item Player Start. Start tag. Нет, конечно же, у него. То есть нам по-любому надо приводить тип Player Start. То есть Player Start. Player Start. Player Start. Player Start equal
start player start item if не player start, то как бы continue. Continue, хорошо. Continue. Хотя можно было бы сделать каст-чек, чтобы он шлепнул его, потому что если он его не шлепнет, то как бы у нас пустота будет и беда будет. Наверное, каст-чекит тогда. Каст-чекит. Ну, потому что это очень критическая ошибка. У нас тогда вообще вся игра ломается, если ну, этого не произойдет. Поэтому, короче, надо чтобы шлепнул, короче, он все это, и мы поняли, что проблема как бы. Player start, хорошо, мы его привели. Потом из него мы должны player if player start player start tag equal player info data name pawn. Вот эта вот часть. Так, вот если он равен, мы сделаем наоборот. Если он не равен, делаем continue. Ну, в данном случае continue, потому что может быть не у первого, правильно? Есть такая история. Continue. И дальше. Привет. О, привет, какие люди. Привет. Так. Continue, мы делаем этот. Кто это у нас Тарас Бульба? Не знаю, кто. Так, player start. Так, если мы получили именно нашего тага, то теперь мы можем всю информацию, которая нам надо отсюда была, мы ее можем туда и добавить. Кстати, вот эти вот части тоже нужно в player info data добавить. То есть к каждому плееру относится еще и вот эта часть. Тебе идет. Идет? Это хорошо. Как дела? Вот он, player data info, он что-то тут забыл. You property. Есть такая spline enemy pass и spline enemy tower. Ну, естественно, он не знает, что это такое. Мы ему доступно объясним, что это такое. Есть контакт. Есть контакт. Как продвигается Tower Defense? Да помаленьку, медленно, очень медленно, но меня, не то что радует, меня это устраивает, то, как продвигается. Медленно, спокойно, никуда не спеша. Короче, продвигается помаленьку. Ну, хорошо, в общем. Идет хорошо. Сейчас занимаемся путем enemy и путем расстановки башенок. Короче. Так. Так, player start tag. Надо назначить все вот эту вот историю ему. Player start data spline enemy pass equal player start enemy spline enemy pass. Дальше spline towers
Здесь тоже Spline Towers. Spline Towers, хорошо, есть. Это мы назначили ему. Дальше вот эта вот часть у нас тоже должна быть сделана. Зунем немножечко его. Эта часть сделана. И обязательно вот эта часть сделана. Об этом каст-чеки. 2 каст-чеки, да, обязательно. История Player Camp. Player Camp. Подожди, а зачем ему сейчас записывать Player Camp и с абайтома добавлять? И отсюда его добавлять, если он в Player Start есть, правильно? То есть у него сейчас есть же Enemy Start. Подожди, стой. Enemy Start. Раз. И Player Camp 2. Player Camp 2. Все, есть. А вот это вот, конечно, мы оставляем здесь отзоненным. И вот это я хочу красиво сделать. Ох, ну какая красота. Есть. Есть такое дело. Есть уже на что глянуть. Да нету там. Нету. Ну, там желтенькие, стандартные анриловские эти, как его, болванчики в типоузе двигаются по кишке. И белый куб растянутый стреляет фаерболом в них. И идут они к такому серому конусу. Так что, нет, смотри, там не на что. Тем более сейчас мы переделываем то, как башни ставятся, то, как враги ходят. Сейчас будем переделывать, так что там это сейчас все пойдет под нож. Ну, не все, но... Можно релизить. Да, там до релиза там сейчас к концу стрима все доделаем. Вообще изи. Так, Player Camp, мы назначили Player Camp, мы назначили этот самый. Соответственно, вот это что? Вот это что? Правильно, вот это идет в помойку. Если это идет в помойку, значит это идет в помойку. Player Camps и Player Starts, вот это Enemy Starts, точнее, идет в помойку. Не красота ли? Нет. Как вам, а? Вот тут уже. Хорошо. Player Data Info, Player Camp. Player Camp, Set of Name. Сделали. Хорошо. Есть такая история, если не равен, то это continue, check it. Это мы данные только туда записали, то есть в Player Info Data теперь у нас имеются данные про наши все похождения, то есть про старты, про энды, короче, про сплайны вот эти вот, про старт, где идет, где конец и прочее, вот эта вся история есть у нас уже. Локейшн. Надо стоять локейшены, конечно, нам локейшены там уже до... Хотя заранее записать, наверное, лучше будет. Они что не меняются у нас, поэтому пусть будет. Set Player Data. Дальше идем по пути. Set Player Data. У нас добавляется он в Player State наш. Он добавился в Player State. Мы его записали. Окей, мы его записали. Теперь после того, как мы его записали, нам надо сейчас нажать F7. F7. У нас вылезут ошибки, правильно? У нас не вылезут ошибки. Нам вот это вот не надо. Init Player Names. Новость. Теперь у меня 2 женщины в доме. Поздравляю. Как оно? Как оно?
Так. Это здорово. Это круто. Init player places. Да пипец. Пипец. И первая, и вторая орёт, да? Нет спокойствия. Так. Name. А если мы start Spline Towers... Фу-фу-фу, не то. Player start вот здесь вот. Я его закрыл, да? Правильно. А зачем его открытым держать? Player start. Player start. Вместо вот этого мы по вот этим пройдемся. То есть инициализация, он всем им таги даст. То есть Actors Array вот этот в помойку у нас пойдет. Сейчас, кстати, это кучу всего отвалит. Да, есть такое. Страшно все. Вдруг чего сломаю там. Ну... А ты как хотел. А ты как хотел. Старт. Старт. Блин, это же надо все будет включить сюда, да? Ну, вот, в принципе-то пофигу. Но, а что делать? И никак не схитрить, смотри. То есть нельзя как-то вот взять его и апкаст сделать какой-нибудь. Нам же только акторы нужны здесь. То есть вот эта вся пачка как акторы нужны. А он его ну, никак, короче, не сделать, чтобы они как акторы сюда залетели. А ну-ка, а если мы создадим TRA? Актор. У тебя есть реф. На что опираешься при разработке механик? О, механик? Да, механик, типа, с механиками у меня не то, что мне нужен там какой-то реф. Есть просто где-то что-то, где-то там увидел, где-то сям увидел. У меня проблем с механиками нет. У меня проблемы с дизайном. Вот там мне бы рефы какие-нибудь. Вот, а их нет. Ну, что себе придумал в голове, вот то и делаю. Оно доходит до реализации, начинаю реализовывать, я вижу проблемы, ну, я их исправляю, передумываю как-то иначе, прочее. Так, что если мы возьмем вот этот тест, test.add, и добавим сюда enemy start. Ну, правильно, потому что он не знает, что это за класс вообще. Я думал, он сейчас заапкастит. Ну, это такая наивные мысли были у меня. Беда. Ну ладно. В этом ничего страшного. Это так чисто психологическая история с подключениями. Ну да ладно. Enemy start. Enemy start. Дальше player camp. Player camp. Так, а ты что там у тебя? Ну да, новости ты рассказал, да, это самая мощная новость, но дальше там все остальное не важно. Окей. Так, spline enemy pass. Spline enemy pass. Spline divers. Это, конечно, беда, то, что мы сейчас делаем, но что поделаешь, другого варианта нет. Add tag, просто tags.add name. Player camp, spline enemy pass, spline towers. А вот вещь происходит. Да ничего, проект на стопе тот. Это печально. Влад рассчитался там с тобой за сделанное. Ну, там торчит немножечко. Ну, ты не Полинак, это самое на стримах-то. Тору. Это самое. Ну, там немножко есть чуть больше недельки неуплаченных. Вот такого.
Так. Spline Towers. Ты не пали контору, на стримах дают. Лю. Так, enemy start. Spline enemy pass. Мы добавили таги, хорошо, есть контакт. Это просто к нам понадобится на очень в будущем, когда мы клацаем по всем этим приколам. У нас есть это так, и мы спрашиваем, так, этот вообще есть у него name и name совпадают? Нет. Поэтому вот это очень важная история. Мы сейчас нажимаем F7, у нас сейчас все по одному месту должно пойти. По идее. Нет. Не пошло. Ну, хорошо. Так, значит, name мы назначили. У нас указатели есть в player дате. Player data. Да вроде не полю. Ну окей. Окей. Так, enemy character. Enemy character, player info data. Вот она полетела, но нам ее бы записать. По-хорошему. По-хорошему нам ее записать бы, и мы дальше ей пользуемся как хотим, чё и как. Там указатели все, локации, перелокации и прочее. И можно overname, кстати, удалять. Вот здесь доставать его из... В таге, понятно, он его добавляет. То есть вот этот вот. Но сам overname, он удаляется. Потому что... Ну, а нафига он нам нужен, правильно? Если он в структуре вот здесь сохранен. Player info data. Значит, fplayer info data. Вот это вот мы enemy сохраняем сюда. Player info data. Player info data. Player info data. Так. Точка owner. Чё? Namepound вот этот вот. Namepound. Owner name идет в помоечку. Окей. Struct player info data есть. Ну, логично, чтобы не принял его. Окей. Так, компилим. Опять ошибок нет. Да что ж такое? Дайте мне ошибки-то. Что за фигня? Я удаляю код, делаю новый код, и нет ошибок. Как так-то? Ничего не рушится. Это что такое? Мне не нравится. Я так не привык. Brain. Вот это нам не надо. Если мы делаем новый этот, у нас они двигаются по рельсам. Нам вот это вот не надо. Вот эта вот штука не нужна. Кстати, по поводу рельс. Может быть, мы все-таки не будем рельсы использовать. Они тогда будут некрасиво двигаться, а кучу точек надо будет. А может быть, мы и не будем использовать рельсы. Я тут подумал, что рельсы... А как с рельсами быть, если они двигаются как по рельсам, то если мы переграждаем им путь, они же просто сквозь прошли сквозь. И все. Вот. А если делать по точкам, то есть там можно просто задаться вопросом, есть ли путь к этой точке. Точнее, никакая разница, есть ли путь к этой точке или нету. Мы там в прямом это можем. Мы же к точке назначаем, правильно? То есть мы перекрыли между... Ну, у нас есть точка 1, точка 2. Вот прямой проход, да, и есть в обход. Если мы прям перекрыли в прямом, это он просто развернется и пойдет, потому что муфту у него идет вот этот. И он просто взял и пошел к той точке. Все. Движение по рельсам, блин. Не нравится движение по рельсам.
Потому что это ограничивает еще момент с, допустим, если преграда нанесением урона. Вот это вот фигня. Я, наверное, не буду использовать движение по рельсам, я буду использовать муфту. Нет, и нет Brain вот этот. Я, наверное, буду муфту использовать по точкам. Я понимаю, что сейчас мне подходят, в принципе, и рельсы. Но я-то дальше хочу сделать какие-нибудь преграды, чтобы можно было ставить. Это во-первых. А во-вторых, чтобы было два действия. Первое, это если можно обойти преграду, он будет ее обходить начать. Если нельзя обойти преграду, то есть где-то можно поставить преграды. Понятно, преграды можно будет ставить в определенном месте, не везде. Но если где-то ее можно обойти будет, то он будет ее обходить, мол. То есть таким образом преграды, как бы вот, если преграду нельзя обойти, то он будет ее атаковать. Допустим, вот такая вот фишка. С рельсами я не очень представляю, как это делать. Это кучу проверок делать, который будет... который что будет делать? Типа, мол, есть ли перед ним что-то или нету, запускать какие-то непонятные вещи, обходить как. То есть это еще дополнительные сплайны рисовать, как он будет обходить их. В общем, что-то мне не нравится это. Не-не-не, я по точкам делать буду. Не, рельсы идут нафиг. Потому что потом в дальнейшем, ну, я просто-напросто, скорее всего, не смогу реализовать то, что я хочу. Из-за рельс. То есть он двигается по рельсам, двигается, я... Ну как? Он именно двигается. То есть он не муфту, он не учитывает вот эту вот... навмеш этот. Нам постоянно при каждом вот этом сдвиге на тике спрашивать надо будет, может ли он добраться до следующей точки. То есть вот этот вот от точки своей до точки своей. То есть дополнительная логика на тик вешается, причем очень сильная, потому что тебе надо постоянно обращаться к этому навмешу, делать расчеты, есть ли прямой путь к нему. Если нету, то опять же навешивать другую логику, что он должен сделать. И все это, во-первых, мне надо делать, а не оно само, потому что там-то он путь другой найдет моментально самостоятельно, уже все есть. А здесь мне что-то надо будет думать. Плюс там все очень просто. Если он обходит, а дальше, если он ловит то, что он не может дойти, там же енам возвращает как раз-таки у контроллера по енам, не помню там какой блок, не блок, короче. Ну, в общем, в FPS в том проекте я эту фигню отлавливал. То мы как раз-таки можем запустить, типа, мол, идти атаковать. То есть он найдет ближайшую эту и пойдет атаковать ее. Это моментально произойдет. Бац. Ближайшая, пошел бить. Ну, преграду, пошел бить ее. Добил ее, все, пошел делать. Все, логика есть. А вот как с рельсами, я не очень понимаю. Потому что здесь движение происходит буквально при перемещении. То есть ты буквально его двигаешься, это actor location происходит. Поэтому не, мы будем по точкам делать. Мы получим точки. Дошли до одной точки, пошли к следующей точке, пошли к следующей точке. То есть соберем массив вот этих точек, эффекторов. И просто пошел к ней. Пошел к первой, пошел ко второй, пошел к третьей, пошел к четвертой. И все. То есть сплайн выставили кучу точек, как нам надо. Там плавно, не плавно. И вот он жух и прошелся. Ну и финальная точка там к базе. Словно. До свидания. Все. Жизнь прекрасна. Да. Да, этот вариант. Все, меня не устраивает. Все. А забираем обратно этот самый, короче, вариант то, что первый раз тик используем. Все. Тик мы не используем. Вот здесь вот инициализация идет. Он принимает player info data. Можно мне ее открыть, пожалуйста? Спасибо. Move to location он делает, но на самом деле нам не move to location надо сделать. Нам надо сделать нечто другое. Нечто другое. Это, в принципе, записать эту всю историю. А может даже не записать. Может быть, сразу получить. Да, нам надо зачем записывать всю эту штуку, этот самый. Мы забираемся в этот сплайн. Сейчас, вот здесь. Вот тут. Забираемся в этот сплайн. Делаем то, чтобы он получил этот набор точек. Он доходит до первой точки. Он его
удаляет, идет к второй точке, он его дошел, идет следующая точка и так далее, и так далее, и так далее, пока там ничего не останется, в принципе. Либо удалять будем, либо... Блин, при удалении он-то его будет пересобирать, поэтому это, наверное, не очень хорошая история. Так как пусть будет, но просто индекс будет ему увеличивать, это куда проще будет. Так как если точек будет там условных какие-нибудь 100, даже ему постоянно целый массив пересобирать. То есть мы первый-то удалять будем. Первая точка это первая, ну типа нулевой. Соответственно, все остальное надо пересобрать, из движения сделать, точнее. Вообще он пересобирает его же, по-моему. И как-то не очень это хорошо. Поэтому мы не будем удалять. Просто индекс +1, дошли +1, дошли +1, дошли +1. Больше, чем этот. Все. Окей. Значит, следующий enemy AS. Сюда давай. Enemy AS. Enemy AI контроллер. Enemy AI контроллер. Protected. Я, правда, не помню, какой метод у нас возвращает... секунду. Brain component. Brain component. Brain component. Так, сбился опять. T-Ray, F вектор. F вектор. Location. Path points. Как давайте? Path points. Path points. Вот. Move to location мы пока не трогаем. Ну, нам оно не надо, понятно, мы его закомментируем, но в смысле все вот так вот. Точка. Spline enemy pass. Естественно, надо его подключить. Include enemy spline enemy pass. Мы его подключили, потом... А что потом? Подожди, где-то я... я в сплайнах это делал. Spline pass, вот эту вот часть я хочу. Прости тебя. Дай. Сюда вот добавить, раскомментировать и этот... Оп. Молодец. Spline enemy pass. Мы достаем из него get number вот эту вот часть. Spline enemy pass get number of spline points. Потому что сам spline-то не подключен. Include enemy component spline component. Вот эта часть. Но здесь нужно достать spline component. Вот такая вот вещь, но мне она не нравится. Мне она не нравится. Так, line enemy pass. Enemy pass. Spline. Line enemy pass. Call null pointer. Сейчас все по красоте сделаем. Так, здесь вот
Разве А или Ю? Не помню. U spline component. Забыл уже, как эти компоненты обозначаются. Но бывает U spline component. U spline component. Equal 0 pointer. Хорошо, вот это вот. Это вот equal вот этому. Хотя подожди, а зачем я сразу на это достаю? Фу, это не надо. Отмена. If check pointer помещение info.enemy spline enemy bus. И я хочу тот же самый чекпоинтер. Тогда сделаем вот так вот. Так, так. Так, так. Так, так. И потом сделаем чекпоинтер, чтобы просто-напросто несколько раз не доставать из этого. Чекпоинтер. Spline component. Секунду. Хорошо, мы проверили, и теперь отсюда мы спокойно достаем его. Мы достали. Потом spline component get бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Get location f vector. Теперь passPoint. PassPoint.add. Add вот это вот все. Вот таким вот замечательным образом. Мы получили доступ ко всем, мы получили информацию о всех этих точках по очереди. Правильно? Правильно. После этого нам надо запустить нашу move to, вот этот вот, move to location. Он должен пойти к первому, и также у нас должен быть индекс, то есть int 32 path index. Я хочу, чтобы он был равен единичке. Ну, давай вот здесь сделаем. Path index equal... Фу, единичке, молодец. Нулю. Есть такая история. И знаете, что я еще бы сделал? Я бы на всякий случай вот тут проверку сделал. If .is empty. Я хочу увидеть alarm log и хочу увидеть return. Блин, точно. Точки запятой забываю. Новая тема ж. Все дела, точки запятой. Хочу увидеть alarm log обязательно. Такую вот дрючку. На секунду.
Да что ж такое-то? Промазал, не то написал. Буква не та, представляете? Так, есть path index. Мы записали. То есть это наш path index. Далее мы должны move to location сделать, но запустить наш метод. Я хочу метод видеть. Void move move enemy move. Enemy move. Enemy move to. Enemy move to. Enemy move. Enemy move. А что, все. Просто enemy move. Она ничего не принимает в себя. Она в себя ничего не принимает. Она в себя ничего не принимает. И что ж такое-то? Так, enemy move. Pass index, enemy move. Enemy move. Enemy move. Дело в том, что там делегат есть, который отрабатывает... Я не помню как. Надо ГПТ драконить. Move to location. Что я написал? О, перепутал местами буквы. ГПТ, когда спрашивают, радует. Так, ну я ему намекнул, что я хочу именно. Я, ну как намекнул, я прямо написал, что я хочу. Автолокейшн возвращает, использует систему iTask to set, set. Callback. On move completed callback. Pass result. В iControl уже есть виртуальный метод. Он move complete. Вот это он мне нужен. Virtual. Virtual void on move complete. Так, это я скопирую, я не хочу это прописывать. Я не уверен, что это такие же там у него параметры. Ой. Есть на место override. Да, он меня обманул. Ладно, давайте сейчас зайдем в iController. Он move complete. Найдем здесь control find. Он move. Он move. Давай, он move. Он move complete. Вот он. А, это я, подожди. А нафига ты мне в моем нашел, если мне здесь надо? Current project. Current документ. Тут, давай, он move. Он move complete. Вот он. Result virtual void. А я что-то не то сюда или как? Move complete. Есть. Супер обязательно. Супер. Супер. Он move. Move complete. Ted. Он move completed. Я неправильно написал. Вот оно. Я понял. Ну окей, без вопросов.
Без вопросов и результ. 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 И вот самое интересное, что здесь происходит. У вот этого результа... Результ. Что написал? Кто знает. Fpass following result. Знаешь, что такое? В смысле? Result is success. Move completed callback. Не, blueprint вариант мне не нужен. Pass following result. Подожди, а почему не знаю, что такое результ? Такое. Но это же не ссылка, поэтому это же указать. Фу, наоборот, это ссылка, это не указать через точку, но он его не знает. Fpass following result. Блин, и все здесь, да, у нас тут идут following. Pass following компонент. А можно мне этот компонент как-то, ну, плюсовый, что ли, посмотрел где-то? Обитаешь. Угу. Navigation, pass following component. Результ. Так, точка. Вот. Из success. Что-то, мне кажется, это совсем не то, что я хочу. Code. T-num is byte, pass following result. Но вообще вот этот код мне надо через switch. Switch. Через switch result. Code. Pass following mode, разве? Там же не так он, подожди. Pass following result, а не mode. Result. Finding following. Что-то не то. Pass following. Following result. Вот он. Off pass. Вот они. Да-да-да. Вот это вот мне надо было. У него есть вот это вот. То есть off pass, это если он за пределами. Invalid, blocked, aborted и прочее. И success. В данном случае мы обрабатываем события success. Все остальные мы пока не трогаем. Break. То есть, если он дошел, как бы, то мы запускаем следующую. То есть, мы делаем pass index плюс 1. Плюс делаем. Спрашиваем if pass point, path point points точка is valid index. Is valid index pass index, path index. Если он валиден, соответственно, разворачиваем результат return. А если нет, то... Ну, тогда return нам не нужен. Подожди, зачем лишнее писать лишнее? Enemy move. Мы запускаем просто enemy move. Так, есть, отработали эту часть. Вот эту часть мы переносим сюда. Мы переносим его сюда. Секунду. Так, move to location.
есть. Есть. Что мы делаем? Правильно, мы берем вот эту часть. Эту часть. Из path index. И все. И вот здесь запускаем enemy move. Всего лишь, да. Все. По идее, все. То есть они должны уже будут ходить по этому пути всему. То есть бац, запустились и понеслась. Они вот так вот ходят, и жизнь прекрасна. Единожды получили. Получили. И пошли. Fast pass mode complete. Move complete. Все проверили. Проверили на всякий случай. Здесь перед вызовом нового мы проверяем индекс. Я бы еще и здесь бы его проверил. Раз на то уж пошло. И, соответственно, я бы не проверял бы его здесь. Я не делал проверку здесь. Тогда вот так вот. Так вот. Аларм. Лог и... Чтоб тебя... И return. Вот. Вот такая вот история. Как вам? Просто валидность индекса проверяем. Если есть, то пошел. Пошел. Красавчик вообще. Как он хорошо пошел. Прям вообще. Это мы ходьбу сделали. Давайте проверим ее. Ошибки будут? Хочу ошибку. Ее исправить. Скучно. Баг нет. Ошибка есть сюда. Знаете почему? Потому что мы их не назначили еще. Они 0 поинтера. Давай вот сюда вот впереди. Окей. Continue. Ну, понятно, все, continue не получится. Там беда произошла. Все, заново давай. Точнее, не заново. Мы сейчас его вернем в эти player start. Я его душу любил. Я ответственен за это. Так, удаляем вот эту вот всю порнографию с вот этими блоками. Вот эту вот всю часть удаляем. Групп актор, apply to all, да, удалить все. Помойку. И вот это тоже в помойку. Apply to all. Apply to all, все есть. Здорово, Магнус, Здорово. Шаман. Делай как? Здорово, делай вообще отлично, вообще отлично. У тебя как дела? Где он? Где сплайн мы ставили? А, вот enemy puzzle называется, точно. Так, для тестирования, значит, enemy pass. Вот такой вот хочу для этого. Для этого хочу развернуть его. Rotation 90 плюс 108. Какое равно нафиг. 180. Тоже хорошо. Электричество сейчас вернули. Мощно. Это хорошо прям.
Видишь, как все хорошо, когда все хорошо. Связи без этого не было даже мобильной. Как все хорошо, когда все хорошо. Так, все это сохраняем. Так, Enemy Pass. Мы идем в первую арену, а этот Enemy Pass идет во вторую арену. Player Start. Вот здесь мы назначаем Enemy Start. А можно здесь выбрать его? Старт. 10 раз. Тут порнографии страдать. Вот этого давай выбирай. PP Enemy Pass. А я Player Camp выбираю. Вот он, Player Camp. Enemy Pass. Вот этот Spline Tower пока отсутствует. Все сохранить. Вот этот, товарищ. Enemy Start. Enemy Start. Player Camp. Player Camp. И Enemy Pass. Enemy Pass. Все, сохранить. По идее, они должны сейчас пойти по этому пути. Ага, в помоечку. Понятно. Так, пошли ошибочки. Ошибочки мы любим. Call stack, что не так? Basic Fatality. Какие-то лайны пошли. Cast. Cast. New player. А, каст чеки ты словил. Он не нашел их. Он Player старты не нашел. А, я айтем. Балбес. Ну, балбес. Ну, а что сделаешь? Балбес? Ну, балбес. А что поделать? А что поделать, если балбес? Ну, вот так вот. Что еще? Невнимательность. Ладно, тут не балбес, тут невнимательность. Просто невнимательность. Так, дубль. 9, 8, 4, давай, 3, 2, 1. Давай, 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 давай. И момент истины, давай. Ага. Они останавливаются. Сранцы. Двигаются они по сплайну, да. Все четко. Все четко отработало. Они останавливаются, вот это беда. Как сделать, чтобы они не останавливались? Но это уже какая-то порнография. Я сейчас в голову лезет. Как можно сделать? Ладно, мы с этим потом как-нибудь разберемся. Понятно, что мы удалим вот здесь вот кусочки у них. Просто скорость актора, движущегося по сплайну, может обрываться на таких точках, я писал 1,5 часа назад. Да, но надо было слушать, что мы сейчас его не как рельсы двигаем, мы его по точкам делаем через муфту. Я от рельс отказался. Вот. А скорость там, потому что он дошел до точки, у него муфту закончилась, он сбрасывает скорость, у него поступает новая. Там же набор скорости не моментально идет. Там набор скорости идет это. Кстати, это может быть чиниться у самого enemy. У них же есть вот здесь характер мувмента, вот эта скорость набора, типа, скорость набора, короче, своей скорости. Вот такая вот фишка. То есть, типа, max walk speed и min walk speed. Вот это вот вся история. Где они здесь? Air, max, step high, walk floor angle. Crowd, walk speed. Да, там интерполяция какая, то есть. Аналог walk. Что значит аналог? Но он же останавливается. Короче, в общем. Где-то это есть. Мы что-то такое делали. Ground фикшены какие-то. Ничего знакомого нет. Ничего знакомого нет. Ничего не вижу. Знакомого такого, что прям... Жух, я такой, да, вот оно. Чё там?
Сделал тыкание башен по точкам сплайна. Не-не-не, сейчас в процессе. Сейчас только enemy делаем, чтобы ходили. Сейчас только enemy ходили, делаем. Макс Волк Спид. Макс Волк Спид мы оттуда вас задаем, это точно мы не дергаем. Аналог какой-то волк. Крачет или что это? Ну типа крадущийся или что это? Краучет. Ну в общем, суть в том, что где-то есть. Может у ГПТ спросим? Может не будем этот додумать? В теории можно сделать сплайн и кубы чисто эдиторовскими, а сам актор будет запоминать координаты и рисовать вокруг них метки. Кубы будут только для отображения. Я сделаю булевую, которая будет отображать. Не, так не получится. Потому что мы на клик хотим поставить его. Понял, в чем прикол? Я же хочу, чтобы он был на клике именно. То есть это... Короче. Только если move to location сам по себе не контролирует ускорение, он просто дает точку, двигается, Макс как быстро набирает. Max Acceleration. Во, что-то знакомое. Вот это уже знакомое. Max Acceleration был там. Max Acceleration. Вот он есть. Максимально... как быстро набирает скорость, как быстро останавливается. Breaking. Deceleration, Walking, Breaking, Fiction. Factor. То есть, в билде тоже будут кубы. что ты покрасивее сделаешь. Не, они-то будут, но мы их видеть не будем. Не в смысле они будут. Они-то будут, но их не будет. Они будут в качестве, ну, того, чтобы мы отхватили, получили их. Ну, короче, они нужны для логики. Мы именно на них попали. То есть это просто невидимая зона такая. Вот и все. В виде куба. Max Acceleration. 2.48, говорит, поставить. Не, 4.96 ставим. 4.96. Потом он сказал, еще есть Breaking. Фиг. Чё? Вот, Breaking Deceleration Walking есть уже. Его наоборот меньше. Если тебе нужны от них координаты, просто сделай Тарайф Вектор. Я уже сделал. Слушай, ты вот вне контекста мне какие-то эти говоришь делать. Так. Вот. Но они уже меньше стопорятся. Но они все равно стопорятся. Короче, сделать вот этого в 0. Вот этого. Ну ладно, не в 0, давайте 128 сделаем. Прям, чтобы вообще почти этот. А может даже 64. Прям вообще. Селератион. Чё? Селератион. Сделаем 10 тысяч. Раз, два, три. Он моментально набирал скорость. Ну, чуть-чуть есть такое подрачивание. Чуть-чуть, очень чуть-чуть. Давай еще разок. Поближе поставим его. Давай это вот так вот.
Давай, 4, 3, 2, 1, давай. Но есть небольшое подергивание. Сейчас мы, короче, его добавим. Вот это вот сделаем какие-нибудь там 15 тысяч. Он вообще прям улетал. Брейкинг. Вот этот вообще сделать 0. Все, финальный тест. И... Но все равно чуть-чуть так немножко, короче, его немножко, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Там прям именно присмотреться надо мощно, так именно. Мощно присмотреться, короче. Мощно присмотреться. Давай еще раз. Acceleration. Вот это до 20 все-таки шлепнем, чтобы красиво было. А я вчера жестко запарился писать свой movement компонент и вернул как было. Планирую потихоньку переопределять виртуальные методы, чтоб не сразу было много работы. Короче, задолбался, да? А на чем сдался? На каком моменте? А вот он, Max Acceleration. Вот, и вот они тут. Для удовлетворения сразу переопределил где-то 7 методов и переопределил логику ground мувмента. Блин, теперь этот сломан. На навигации. Надо, короче, второго этот тискать, чтобы он все равно не запоминает его. Не первого. Ну, если делать их немного, а только на поворотах, то будет нормально. Будет нормально. Но все равно там прям надо именно вот так вот, глаза вот так вот сделать и смотреть, что и как. Ну вот, короче, вот оно решение. Все очень легко и просто. То есть движение мы сделали. Мы молодцы. Теперь нам надо делать этот самый... Теперь нам надо делать... Делать. Кого делать? Кого-то делать. Enemy IS. Закрыть. Player info data пока закрыть. Все остальное пока не трогать. Так, сюда открыть. Смотрите, что вообще сейчас будет происходить. Мы что делаем? Мы делаем вот это вот закроем. Вот это мы пока удалим. Второго enemy past, этот второй, да, удалить его. Там дырка будет, это главное не забыть. Сейчас мы построим какую-нибудь эту сплайн красивый. Смотри, какой-то гений из ёпиков сделал NM поле, которое определяет дефолтный movement мод после приземления персонажа, но везде строго определил, что он может быть либо walking, либо nef walking. И везде такие проверки, вызывающие exception, если это условие не соблюдено. Ну, успех. Можно сказать. Это самое, мою логику высмеивается. Ёпиков хорошая логика, у меня плохая, видишь? А мог просто сделать Bульби из nef walking. Так. Значит, знаете, что я хочу? Я хочу вот так вот сделать. А, кстати, а если я... Ага, то есть он именно по очереди добавит. Какая красота. Но он же по прямой здесь пройдется. Дело в том, что... Это просто вот так вот пойдет. Шлеп-шлеп. И поэтому пойдет. То есть, чтобы он поэтому пошел, это надо 3 добавлять. Красиво было. Вот так повернем его. Ну, типа того, красота это все фигня. Так хочу, допустим. Допустим, вот так пошел. Потом сюда пошел, потом сюда пошел. Сегодня работаешь со сплайном, завтра интерполируешь ключи анимации. О, не, это
допустим, сюда и сюда. Несколько точек добавим просто-напросто. Все, типа, готово. Так, у нас, по идее, ничего не должно так вот тогда будешь. Ну ладно. По идее, у нас ничего не должно отвалить. Ну, там-то у нас не запустится ничего, потому что там пусто. Там нет этого массива, он просто в точках заспавнит их. А вот этот вот пошел, смотри, пошел. Все, пошел. Оп, первый дошел. Оп, второй дошел. А тут еще идет. А, это не тут идет, это в смысле. Теперь у меня вопрос, а как это все сдублировать, чтобы это все было хорошо? Как? А вот так. Правильно? То есть, если этот окажется... Нам надо просто соединить их в две точки. То есть, тут вот плюс 180. И просто переместить его в этот... Ну, это пока так. Понятно, что мы потом цельником будем его делать. И... все будет хорошо. Угу. Так, теперь надо его переместить сюда. В старте выбрать Spline Enemy Pass. Его выбрать. Все это сохранить. Nav Mesh Bounce Volume сделать больше и меньше. Прив, народ, как настрой? Прив. Настрой прям вообще огонь. Огонь настрой. У тебя как настрой? Как дела? Так, дубль, черт пойми какой. И поехали, красавчики. Оп. Усияйки. Что такое? Оп. Красота, мне нравится. Что они так обходят, короче. Мне нравится. А почему у тебя одно окно больше второго? Потому что так исторически сложилось. Потому что вот это вот окно он запоминает. Запоминает, какого размера. А вот это окно он не запоминает, какого размера. Понимаешь? То есть ты когда открываешь, у тебя вот так вот происходит. Ну, либо он галочку надо поставить где-то. Вот если ты мне скажешь, где галочку поставить, я их вот так вот сделаю. Вот этот вот растяну по вот этой части экрана. Так вот половинку и ту половинку. Вин 10 виновата. Но у меня вин 11. Ёпики гении. У меня 11. Так что вот. Ёпики гении. Ну, наверное, да. Ну, вот в этом, поэтому оно вот такое Ну, вот. Вин 11. Может, и вин 11. Вот поэтому, понимаешь, Дендеракула не разные. Поэтому. Вот поэтому. Так. Хорошо, они двигаются. Теперь нам надо сделать такие же сплайны, только другие. У меня вопрос есть. А мы можем их покрасить? Я хочу их покрасить. Я их могу покрасить, чтобы они не белые Ох уж были? енти коробковые виндовсы. Я могу их покрасить. Давайте красным их разденем. Ну, не красный, вот это красный уже. Какая красота. Только его не видно нифига за вот этой зеленкой. А ну, зеленка, уходи. Вот. Красота, просто кайф. Какие проблемы теперь со сплайном, который таверы ставят? Смотрите, в чем прикол. Нам надо, чтобы он... Хотя, подожди. Сплайн использовать можно, но это все равно спавнить их надо. Ну да, надо будет спавнить их в той локации, ротации. Отспавнивать их. Беда. Это лучше, чем то, что Дендрак предлагал вот эти кубы ставить. Вот, тут уже совмещается именно и красота, и не красота. Точнее, не то, что красота, а наглядность. Наглядность и функционал.
потому что мы будем наглядно видеть, где у нас располагаются точки с этим всем делом. Давайте, кстати, создадим Spline Towers. PP. Ты хотел ставить 200 кубов на карту, а я предлагал сократить до 4. Тайверс, ты предлагал ненаглядную историю, а я предлагал наглядную. Плюс в твоей истории очень сложно контролировать, сдвигать какой-нибудь один куб чуть левее, чуть правее. Понимаешь? А тут вот как бы вот как-то так. А в той истории это удобно делать. А в твоей истории это почти невозможно сделать. Формулу менять такое себе. А вот тут вот как раз таки и твое меняться сейчас будет, и мое. То есть и наглядность, и этот. То есть у нас есть вот этот самый тайверсы. Сейчас мы их сделаем. Я хочу ему цвет поменять, я хочу зеленый. Вы хотите зеленый? Все хотят зеленый. Все, таверс. Вот. У нас есть таверс. А теперь я предлагаю делать со сплайном. Я просто не знал о его существовании. Ну все, ну вот я тоже тебе предлагаю делать с сплайном. Так что все. Да, чтоб тебя. Ты можешь? Или ты это и есть ты? Ты это и есть ты. А какого лешего у вас другое? В общем, мы расставляем вот таким вот образом наши точки эти. У нас у этого актора будет biz debug, который нам отобразит кубы. Эти кубы будут нам показывать именно, где мы сможем таверы поставить. При старте вот этот таверс, он должен будет взять и заспавнить в этих кубах, точнее в этих точках эти кубы. Потому что этот куб, он имеет в себе логику, это спот нашего тавера. В принципе, в нем хранится будет наш тавер. То есть мы кликаем на... мы выбираем башенку и кликая, в идеале делать так, что мы выбираем, какую башню построить. Мы вводим мышкой, и нам прозрачный вот эта вот башенка. Сделаем материал, чтобы он был прозрачный. Меня вчера научили... Сделай сразу структуру, которая будет содержать поинтер на кубы и координаты, а вектор в виде массив этих структур. Какой кубы, какие массивы, какой этот? Подожди, причем еще до этого далеко. Ты вначале просто расставляешь эти поинты, а потом на begin play у тебя должны заспавниться вот эти кубы, которых еще нету. Спаун-поинты вот эти вот. Таверс поинт спавные. А где они будут храниться, это уже вопрос другой. Это совсем вопрос другой. Кто его будет использовать, какой-нибудь билдер, актор компонент, он сразу будет к себе обращаться. Зачем структура, в которой массив? Если может сразу массив записать. За прикол. Тогда тебе придется сохранять сплайн в билде. А зачем оно надо? Сплайн в билде, зачем тебе это надо? Зачем? Не обязательно сохранить, его можно удалить. Ты же эти спавны добавил, записал, записать. Записал. ждать ферму казино? Я думаю, Tower Defense доделаем, если ничего такого не это самое. Будем делать ферму казино. Так вот, ты же записал их всех. Тебе же сплайн нужен только для локации. Ты же записываешь их не в сплайне. Ты их спавнишь в этом. Короче, ты их спавнишь. Короче, ты их просто спавнишь. И это нужно Шаман, только для здорово. локации. Живеть. Так. Сплайн нужен чисто для эдитора. Он нужен не чисто для эдитора. Он нужен будет и при Слоты, старте. какую башню построить, будут появляться, когда нажал на куб. Привет, Аслан. Нет. Не-не-не, башню мы сами выбираем.
мы выбираем там F1, допустим, огненная башня, и мы когда мышкой водим, нам либо подсвечиваться будет, вот эти кубы, они просто начнут светиться, типа, что туда можно... Прикольно. Лампочка сдохла уже 100 лет, как она сейчас взяла и загорелась. Прикольно. Почему, собственно, нет? Так вот, Магнус, с твоим подходом к оптимизации тебе дорога в ёпике. это понятно. Понятно. А не лучше на куб клацнуть и выбрать башню, чем таскать? Можно и так сделать, но кубы тогда, ну как, кубы, их не видно, кубов. Понимаешь, что там будет просто полянка. Какая-нибудь. Не будет очевидного расчерчивания на карте. Ну, в смысле, когда мы нажмем на башенку, оно будет. То есть вот эти вот места для спавна появятся, но ну, как бы их не будет видно без этого. Вот, короче. А что ты предлагаешь, Дендеракл? Что значит оптимизация, ёпики и прочее? Тебе точки надо. Где ты эти точки в эдиторе сохранишь? Можно вставить табличку с молоточком, и будет понятно. Табличку с молоточком. Можно и так табличку с молоточком вставить. Это тоже вариант хороший. То есть вот эти кубы, а у них изначально табличка с молоточком. Тоже хороший вариант. Тогда не надо именно F1, F2 вот эти башенки строить. Хороший вариант. Мне нравится. Табличка с молоточком. Принимается. Вот табличка с молоточком, это хороший этот самый. Понятный. Хороший, понятный совет. Табличка с молоточком. Да. Это без шуток. Это хорошая история. И под разные участки своей башенки. Вот, табличка с молоточком принимается. Будем Сохранишь делать. координаты в виде вектор внутри структур, которые в массиве. Где ты их сохранишь? Вот на каком уровне ты их сохранишь? Где ты их сохранишь? Как ты собираешься до начала их сохранить? Где? Вручную их мне записать или что? Где ты их сохранишь? Сохранишь координаты в виде эффектор внутри структур, которые в массиве. Хорошо. Когда? Где? Где я их сохраню? Сейчас скажешь на begin play, ты говоришь что то, что я говорю. Сохранил ты? Да, сохранил. А потом ты начинаешь спавнить акторов. Post edit change property. Ну а заспавнить? Post edit change property. Хорошо, спавнить ты когда собираешься? Спавнить, а вот эти вот кубики, ты когда собираешься? Отспавнивать их. Когда? Post edit change property. Когда это происходит у пользователя? Вот скажи мне. Именно в этом методе. Пользователя это когда произойдет? На begin play. Все равно. В чем здесь какая разница? Ты запустил это условно сейчас или потом? Тебе все равно это запускать, делать. И я не очень понимаю, что такое post edit change property. Судя из названия, это то, что он будет делать, когда изменились какие-то данные. Редактор сохранит их. Но ты мне предлагаешь, чтобы именно в редакторе дополнительно еще акторы спавнились вот эти вот. То есть, чтобы в редакторе все засрать. Так, ну это я так сейчас расставил. Нам-то надо сделать, чтобы кубы отображались. Зачем доп. Актор, если можно компоненты? Как бы тебе объяснить? Ты мне предлагаешь... Что ты мне предлагаешь? Мне нужен актор, потому что в нем будет содержаться статик меш, в нем вот та же табличка, в нем будет содержаться какие-нибудь анимации, свистоперделки, всякие другие штучки. Потом какие-нибудь взаимодействия можно. Как ты вот компоненты, миллион компонент будет в одном акторе, и с этим неудобно работать. Что ж у тебя все приводится к тому, что вот все оно с точки зрения кода может быть и хорошо, но с этим неудобно работать. Что у тебя такие идеи-то? Дракл. Что это такое? Что за сам себе этот геморрой ищешь? Комбинируешь все методы где как удобнее.
М, Ну да. Мысли глобальнее. А, это что-то как-то по инстаграмному звучит. Вот это вот мысли глобальнее, стань лучше. Спайся в 5 утра. Вот эта вся история. Короче, нам надо сейчас добавить, чтобы у нас дебаг был и кубики нам рисовались. Кубики. Кубики должны быть таким же размером, где мне хранить размер их. Так, ну секунду. Нет, просто используй центральную нервную систему на полную. И это самое сильное, что есть у человека. Окей. Значит, у нас кубики должны показываться нам, чтобы наглядно было понятно, где там что и куда. Потому что точки-то здорово, но они могут быть друг в друге, это нехорошо. Нам надо наглядно видеть, то есть, где границы этих кубов, на которые мы будем клацать. На которые мы будем клацать. На которые мы будем клацать. Границы кубов. Ну, куб-то мы добавим вообще без вопросов. Или не добавим нифига. Мы должен будет добавить куб с определенной этой самой, как его, материалом. Закрыть, это открыть. Static Mesh, Debug. Static Mesh. Где материал? Я же куб хотел. Кубе. Mat. Serial Instance. Cell, по-моему, да, название Cell, да. Вот такая вот история. Понятно, что он здесь сейчас так вот его отобразил. То есть такая вот штука будет у нас отображена. То есть у нас есть этот товарищ. А мы нажимаем у этого актора, короче, Beast Debug, и у нас вот в каждой этой точке отрисовывается вот такой вот куб. Он посоздает, короче, кубы в этих локациях на этом самом для дебага на констракте, или как это называется, не помню. Как они называются? Не проконстракт, проконстракт, по-моему, да? Begin play. Construction script, вот это на construction скрипте. При констракте, native construct это в этом, в виджетах. Кубы, мы их там покрутим, повертим. Кстати, вопрос, как они будут вертеться, крутиться. У них же есть у этих точек rotation, правильно? Мы же только что получали там. Секунду. Ну да, get location, это... нет. Ой. Get location, at spline point, и там get rotation, скорее всего, есть at spline point. Нам надо будет вот эту вот историю делать и делать вжух-вжух, короче. Вжух-вжух. Давайте делать. Чё мяться. Правильно. Только надо создать куб. Куб обязательно создать. У spline таверса. Закрыть уже. Вместить spline таверса. Значит... Public protected. Virtual void. Сразу begin play создадим. Begin play. Override. Override virtual void. Я не помню, какой он там. Погнали в актора. Concept. Нет,
то. Overlapping actor, user construction script. Так, что это такое? Post actor construction, call it after the actor has run its construction. Даже не то. Reset has on construction. Construction, хочу его. Override. По-моему, это он. Но это не точно. Что в этом мы-то не можем достать его, правильно? Ну, типа... Зря, ёпики, зря. Вообще очень зря, очень зря. Зря вы не сделали, что можно было просто по одному клику найти. Так, on construction create. Ну, правильно, мы в Spline Master попадем. Зачем нам... Зачем нам... Зачем нам Spline Type? А, потому что я в Spline Master это делаю. А почему я в Spline Master это делаю, если вот он? Ладно. Пустим этот момент. Так. Полосочки. Полосочки, полосочки. Так. Супер. Again. Construction. Transform. Есть такая история. И что у нас происходит? Происходит следующее. Your property. Edit. Дальше компонент. Куб. Куб. Кубе. Кубе, кубе. Ой. Слэш mesh компонент. Также нам нужен еще этот, как его, Spline Tower. Spline Tower. Spline Tower. Spline Tower. Spline Towers. Вообще надо... О, надо на перерыв идти. Все, сейчас быстренько. Кубе. Кубе equal create default subobject. UMSH component. Name text. Кубе. Кубе. Scene компонент, по-моему, у нас есть, поэтому мы делаем кубе. Setup attachment. Scene компонент. И музыка еще закончилась, да? А, нет, это просто тишина была там. Треки. Так. А твой межкомпонент не должен быть Object PTR. Зачем? У меня сразу типа встречно. Зачем?
закроем, да, сохраним. Есть такая история. Еще зайти. Зайти. Так, а зачем тебе объекты? Зачем тебе этот указатель? Обертка это. Чтобы что? Так, у нас тут приколюшка. А, сейчас, походу, вот за этим, да? Скажет, вот за этим. Пау! Тавер, Spline, Тавер. Кубя. Бау! Опа. Разве он не mesh компонент? Pointer, примитивия, pointer was. А, он его не создал. Типа он 0 pointer. А, он 0 pointer. Create default subobject you mesh component. Оу. Оу. Так должен быть объект PTR или нет? Сборщик мусора ведь не дремлет. Он не дремлет на uProperty. Ему плевать на вот эти t-объекты и не t-объекты. Он его почистит. Если там нет uProperty, он его похерит. А почему? А почему? Ой. Так, начнем с раз. А во-вторых, с чего это не mesh компонент? Если mesh компонент, а почему create default subobject, you mesh component, fname, бла-бла-бла. И куб pointer, все, пошел. Ну давай еще разок смотрим. Нет, сейчас, например, все равно идем. Ошибка, нет. А с чего это? Здрасте, он этот. Тебе нужен гайд от ГБТ, как работает сборщик мусора. Может быть, все может быть. Не хочет он создавать, короче, куб. Mesh компонент. Я нифига не понял. Короче, давайте на перерыв идем. 5-10, максимум 15 минут продолжим. Окей? Статик mesh компонент. Я понял. Статик. Я спросил у ГПТ, и тут статик. Ой. Ошибка из всех ошибок. Да что ж такое, даже не попадаю. Статик mesh компонент. Какой ужас. Да. Даже вот так, а ну-ка. Что это у нас тут? Опа. А что это, Тифалер? Ты тут? А что это? А что это? Зелененькая этот, ну. Зелененькая. И болванчики синенькие. И чего? Что это? Ну, это ты разбил, типа, на... Ну, это как и у меня сейчас есть. Он также развивает. То есть он по этому же действует. Или что? Или как? Или а что? Что? Дядя. Поясняю за сборщик мусора. Если на объект не ссылается ни один объект PTR, то объект уничтожается сразу же. У меня есть аргумент. Мне интересно, что ты скажешь по этому поводу. Давай представим, что
есть проект, в котором приблизительно 15 тысяч строк кода, и в нем не используются T-Object поинтеры. Этот проект может существовать или нет? Или там все почистится подчистую? Если будет сетка, то эти квадратики — место для установки башни. Так у меня ж не сетка, у меня заранее заготовленный спот уже. Сетка-то, ну, сетка это сейчас то, что есть, но оно рисуется этот самый. То, что рисуется, ну, оно не явно, то есть оно не Всё визуально почистится. рисуется. Все почистится, да? Есть ссылка в описании. Там проект FPS. Вот там, в том проекте FPS, там нет объект поинтеров. Вот. Я тебе такую вещь скажу. На практике, я не знаю, где ты это прочитал, какой ГПТ тебе это сказал. Даже если ты это в документации прочитал, это чушь, то, что ты говоришь. По одной простой причине. Ты когда соберешь первый проект, ты поймешь, что сборщик мусора реагирует только на uProperty. Все остальное рано или поздно он нахер чистит, если на нем нет uProperty. Причем он это делает очень агрессивно. Вплоть до того, что на следующий кадр он может тебе его почистить. Потому что когда я первый раз начинал собирать... Если есть макрос uProperty, то не будет чистить. Вот я об этом и говорю, что если есть макрос uProperty, он не будет чистить. Если нет макроса uProperty, ему абсолютно пофигу. Если без uProperty, тогда TOBJ поможет. T-Object, ну, я не пробовал T-Object, я не знаю, но единственное, что я у это то, что uProperty. Мы ставим uProperty, и жизнь прекрасна. Ничего он не чистит. Вот. Просто вот, короче. На опыте я знаю, что вот так вот, короче. А property у поинтера никак не влияет объект в куче, на который он ссылается. Я не знаю, что там влияет, не влияет. Я тебе еще раз говорю, что сборщик мусора, мы говорим о сборщике мусора, а не там, кто там в куче, на что влияет. Сборщик мусора эти не будет трогать под uProperty. Понимаешь? Мы об этом. Не знаю, что ты сделал. Ты бы где-то галочку поставил, но у меня так не работает. Слушай, ты как будто меня первый день смотришь, ты не замечал, что я вообще не пользуюсь этими указателями? Ну, у меня сырые они все. У меня вообще ни один проект не должен был бы собраться. Ну, потому что ты пишешь. И тут TOBJ PTR это не 100 гарантия, если нужно 100, тот strong какой-то поинтер. 100% гарантия это uProperty. Это 100% гарантия. Я тебя всегда на фоне смотрел. А сейчас решил посмотреть не на фоне, да? Такой, о, в смысле? В смысле? Сырой указатель! О! Бан! Бан, да. Так. А мы запустились, тем временем мы запустились. Так вот, я тебе на опыте скажу, что 100% гарантия это uProperty. uProperty. Все остальное это что ему вздумается. Потому что сборщик мусора в шиппинге это такая мразь, он чистит просто все. Причем так быстро. Не успеешь... Сейчас хочу посмотреть на твой код и предложить альтернативу. Не надо смотреть на мой код и предлагать альтернативу. Мне не нравится то, что ты мне предлагаешь. Что ты мне предлагаешь очень неудобные вещи с точки зрения наглядности в редакторе. Они удобные с точки зрения кода, ты написал, да, но все, что ты просто написал кодом и все, оно, вот я же говорю, чуть левее что-то тебе надо одно, что-то чуть левее, чуть правее, чуть выше, чуть ниже, формулу переписать очень сложно. Вот. А передвинуть легко. Ты просто взял и передвинул. Поэтому такие вот дела. Так, это в помойку. Вообще не в помойку, я хочу копию. Они как раз таки очень удобные в редакторе, но сложнее в плане кода. Space. Удобно в редакторе. Нет, то, что ты этот самый с кубами вот это вот делал, это прям беда. Ну, вот эти вот, когда зоны, волюм кубы вот эти вот, которые, типа, зона, где они будут спавниться, где не будут спавниться, дырки рисовать выше, ниже, короче, длиннее, вот это вот. Это прям беда.
Это прям беда. Так, мы назначили, это в помойку идет. Кубе. Чё по этому? По сайзам? Куб. Слышишь, куб? Чё по сайзам? Забей на волюм кубы, я отбросил это вчера. Не, все, я теперь буду помнить. Все. Это все. Ну, это все, понимаешь? Это все. Так, этот самый Дефалор, я ничего не понял. Ты мне скинул сетку, хорошо. Будет... или это вопрос был? Подожди, я что-то пропустил. Где будет сетка, то эти квадратики, это место для установки башни. Но они вот так вот, да, будут типа зеленым подсвечиваться или что-то типа такого. Короче, я не понял, что-то это. Так, этот куб, вот этот куб, он на самом деле, во-первых, set visibility у него должен быть. Я тебе ща в мозг внедрю сборщик мусора, и он подчистит тебя. Ну, кстати, это вариант. Это так может произойти. Я не вижу. Я понимаю, что я могу в поиске вбить. Но я не хочу в поиске. Вот, я вот это хочу сделать. Но visible пока поставь, потому что мне надо... А сайзов тут нет, да, по этому? Типа сайз пошел нафиг. Сайз. Через трансфор, через скиллы. Через скиллы мне не нравится. Потому что... Ну, там 2.2, по-моему. Там 2.2 будет. Это понятно. И сделать .5 его где-то. Сильно этот был. То есть такой вот, да, у нас куб примерно по размерам каждой башенки. Мы выделяем плюс-минус. Может, даже чуть меньше. Если уже не сетка, то я пропустил, как у тебя будет. Пропущено. Тоже бан, тоже на фоне, да, смотришь? Тоже бан. Всем бан. Не, смотри, тут же проблема с сеткой в том, что ты... Подожди, а можно и сетку, кстати, использовать. Можно совместить. Эти зоны просто будут подсвечивать. Не-не-не, уже зоны делаем. Зачем лишние вот это расчеты делать? Мы вот эти зоны сейчас построим. Построим вот эти зоны. И все, вот они будут такими вот... И вот таким вот образом. Понятно, почему один зритель на Ютубе. Ты всех забанил. Да. Ну так ты же мой единственный зритель. В смысле? Почему один? Так ты же был один. Все остальные это ж твои эти там, твинки. Ты чё? Так. Ну, отображение сейчас сделаю. Я просто по размерам не могу понять, во-первых, что я хочу, по каким размерам, и как он будет его подгонять. Как вот он будет его подгонять, откуда он его будет знать, что подгонять, что не подгонять. Скажите мне, пожалуйста. А еще я хочу проверить кое-что. А ну, давай сюда вот так вот, оп. Я хочу здесь, оп. Выглядит так, будто тебе навязали какую-то. Да, Ну вот раз я и сработало. шаман тоже, значит задержу тебе ПК за вредность. Молодец. А ты не подсматривай, что он там писал. Надо подсматривать. Какую-то дичь. Или так, будто тебе навязали какую-то дичь. Ну смотри, я думал же вот эти вот кубики, помнишь, мы вчера в начале, по-моему, ну либо позавчера в конце, мы разговаривали о том, чтобы кубы поставить, то есть сетку свою нарисовать в виде вот этих кубов. Но потом я подумал, что а если я захочу их неравномерно распределять? Да ты и сам все сказал на стримах. Я уже давно понял, на кого ты работал. Да. Ну, я не на него работаю, я с ним работаю. Давай начнем с этого. Так что, как-то так. Как будто тебе навязали. Так вот, вернемся к этому, к сетке. Кубы. Я же хотел изначально свою... Не изначально, а там рассуждал, что вот куб к кубу ставим и проставляем их вместе. Но
Потом появилась идея, а если я захочу их неравномерно расставлять? Мне вот это вот все заниматься, кубы все расставлять не очень удобно. Они все не вместе, вот Он это вот тебя вся по история. реферальной ссылке пригласил. Ну, типа того, да, типа того, так получилось, да, вот так вот. Неудобно будет в том, чтобы это не один актор, то есть его нельзя Ctrl-C, Ctrl-V удобно сделать. Была придумана идея вот этим со сплайном, под конец, когда уже сплайн именно проходка мобов отлично. Но тут я тоже не до конца еще уверен, но смысл в том, что мы вот эти точки, то есть вот этот сплайн зеленый, который сейчас на карте, в редакторе, это всего лишь точки, где будут именно эти кубы. Мы сейчас сделаем, чтобы кубы подстроились и показывались нам. Кубы — это спавн наших таверов, то есть где будут тавера стоять. Соответственно, нам удобно с ними взаимодействовать, что мы можем сделать вот такую вот вещь и просто передвинуть их всей пачкой. Мы можем взять один какой-то и взять ему, дать, допустим, там, ну ты можешь вот это выбрать, и ротейшн ему поменять, то есть удобно. Взять ротейшн, поменять как нам надо, подвинуть его самостоятельно, эту точку, где будут стоять башенки. Вот эта вот фигня, короче. Вот такая вот идея. Потому что та сетка, которая сейчас, мне не нравится то, что надо подстраивать всю локацию под эту сетку. То есть, если что-то левее-правее в самой локации происходит, то нужно четко под эту сетку подстраивать. То, Это что я мне не предлагаю, нравится. именно так и будет работать, но без лишних компонентов в билде. У тебя не получится без лишних компонентов в билде, потому что мне нужен актор там в виде точки вот этой. Что значит без лишних компонентов? Что значит без лишних компонентов? Я понимаю, там можно через локации какие-то высчитывать, попали, не попали в эту локацию, засчитывать перед этими. Но я хочу, чтобы это был класс, и я хочу, чтобы это был класс. Все. 2 раза вот так вот. Хочу, чтобы это был класс 3-й раз. Эти вот локации, высчитывания, расчеты, просчеты, это лишнее. Это ничего не даст. Ну, это будет быстрее, безусловно, работать, но тем не менее. Сплайн — это лишний компонент. Он содержит данные интерполяции, а тебе нужны только координаты от него. Да. Я соберу координаты на begin play и удалю его. Вот так вот. Можно использовать изом. В 5-м Unreal можно выделять по одному, соответственно в Octare один изом, и также можно перемещать весь класс, еще оптимизация. Что такое изм? Выделять по одному, соответственно, в факторе один изм. Также можно перемещать весь класс. Что такое изм? Instance Static Mesh. Типа не сплайн использовать, а просто статик мешами, чтобы получить как локацию. Вот эту пачку. Но их же неудобно, как его, дублировать. В плане того, что я понял, о чем ты. Вот тут просто инстанс статик mesh использовать и просто их дрочить туда-сюда. А можно сохранить координаты в редакторе, которые сохранятся в мире, а сам сплайн пометить with editor only data. И координаты в редакторе, которые сохраняются в мире, а сам сплайн пометить with editor data. Можно и так, вот, можно и так. Статик mesh. Но с ними, я не знаю, с ними удобнее будет, неудобнее. Всех их перебрать, всех их собрать. А еще, кстати, можно прямо на сцене оттачить акторы к какой-то пустышке. Причем если оттачить акторы к какой-то пустышке. Сплайн удобен для дизайна, можно быстро пичкать уровни. Не, ну Instant Static Mesh там та же самая история, только там лишние компоненты, вот это надрачивание, короче. Лишнее все будет. Чтобы перемещать твои акторы для размещения башни.
В этом же проблема. Я не знаю, какую проблему вы нашли. У меня вообще проблем нет. Я себе сплайны спокойно делал. Одному надо, чтобы я его удалил до начала. Кому-то еще что-то надо там. Еще, кстати, можно прямо на сцене оттачить акторы какой-то пустышки. Что значит? Чтобы перемещать твои акторы для размещения башни. У меня нет проблем. Я сейчас вот эти кубы, которые визуальные, я их буду, ну, типа, булк, да? У тебя есть 3 проблемы. Это зрители, которые хотят, чтобы ты делал по их мнению. Но... Ты сам сказал, чтоб не дергать каждый актор на сцене каждый раз. Ты хочешь, чтобы они хранились в одном классе. Да. Мнению. Но ты же предлагаешь просто создать пачку вот этих кубов, потом пройтись по ним и вместо них заспавнить мои вот эти вот, ну, либо взять локацию, записать, и потом заспавнить вот эти поинты башенные. Просто мне сейчас только локации нужны. А вот эти кубы, которые я добавил, это чисто визуал, чтобы я понимал, ну, как оно вообще будет смотреться. Что вы мне не даете доделать этот сам. Ну я правильно понял вроде. Сплайн, как по мне, только мешает. Но мне сплайн нужен только в качестве того, чтобы получить точку. Все, больше мне ничего ни зачем не нужен. Is debug. Return. Если не это самое, то это самое. Его точки выделять неудобно. Ну, есть такое, да. Как это я от ГПТ скопировал, что он тут мне рассказывал. Он должен пройтись по вот этим всем точкам, дать и заспавнить кубы в их точках. В идеале же их еще удалить надо. Тогда нам надо было не кубы, а этот самый... А, блин, материалы ему назначать. Кстати, а уже не почему значит куб материал. только один? Тебе разве не нужен массив кубов, чтобы на каждую точку расставить? Нет, пока мне ничего не надо. И мне пока ничего не надо. Вы меня сбили, я вообще потерялся нафиг. Мне нужно все точки получить и в каждой этой точке заспавнить вот этот static mesh создать. Static Сначала mesh злобно создать. посмотрел, а потом задумался. Да. Вы меня сбили, я вообще потерялся. Ну, я дырками оставлю их. А, он сразу же их почистит. А, не сразу он их почистит. А вот и посмотрим сейчас, будет он их чистить сразу или не будет их чистить сразу. Так, number... points count. Count spline. Spline component. Spline component. А что за метод on construction? Он вызывается сразу после конструктора. Prelude.
После какого конструктора? Не, он не после конструктора вызывается. Он вызывается при изменении в редакторе. Так. Spline component. Spline component. Или записать его все-таки. Там его чистить, удалять. Сейчас То есть посмотрим. он чисто редакторский метод. Да, я сейчас делаю себе для этого самого чисто в редакторе, чтобы мне было удобно видеть. Вы меня очень, очень усердно пытаетесь сбить. Очень усердно. Или может тогда вот так вот делать zero vector, или как там. А, там через этот, ладно. Тогда вис это необходим. Э, Может быть. Из editor. Point location. Мы его записали. Я то же самое, кстати, хочу rotation сделать. Есть get rotation? Rotation. Есть, красавец. Rotator. Rotator point rotation. Rotation. Rotation get. Правильно? Это он записал. Теперь после того, как он записал эти локации, нам надо заспавнить вот этот куб. Кубе. Я, наверное, все-таки их сохраню. Компонент. Бла-бла. Можно даже оптимизировать его, чтобы не удалять зря туда-сюда. Можно его оптимизировать, но мы не будем их оптимизировать. Мы такие, мы плохие. Create default subobject. Create default subobject не будет робить вне конструктора. Надо через new object создавать. Кстати, да, по-моему, да. Разве? New. Что там? New object. Разве через new object? Ты меня обманываешь? Не обманываешь? Или ты меня не обманываешь? New object. Ну, здесь ему не нравится new object. Потому что он как-то поиначе работает. Потому что он класс принимает, правильно? Еще надо будет прописать register component и setup attachment. Спроси у ГПТ. Компонент. Setup attachment понятно, регистр компонент. Регистр компонент, это здорово. Что, прямо из него, что ли? Кубия. Компонент. Регистр. Регистр компонент. Stop attachment. Это вообще easy кубия. Components. Stop attachment. Sign component. Да, вот еще локацию ему надо дать. Location is planned world. Нам надо дать ему здесь не world, кстати говоря, а local. Типа local.
Он относительно этого я работал, и кубе. А еще бы засунуть все под if. Оно и так под ифом. Так, component location. Вот это вот компонент сюда идет. Компонент continue. Под if cube component. Компонент, так вот он. Вот он тут. Что if get component location. Get set. Set component. Там не так идет. Там world вот это вот начинается. Set component. Local. Set. А у него нет set location. Трансформ есть. Лан, пойду гараж почищу. Скоро вернусь. Давай, давай. Еще непонятно. Значит, не компонент, может быть, set relative, типа. Set world location. Да, но мне надо relative. Уже нашел, но спасибо. Так, point location, там не через компонент, а вот так вот. Relative rotation. Rotation. Нету его, серьезно. Как там? Point, я ж не то передаю, rotation. И он, скорее всего... не, подожди, что он принимает в себя? F-rotator, все же правильно, я не то передал там. Так, ну это мы задали ему, хорошо, это мы их пачку отспавнили. Теперь у меня вопрос, я, наверное, их сохраню? Я их сохраню. Здесь типа TRA. TRA плюс нам надо сделать, чтобы он принял в себя эти параметры, применял дебаггеры. Mesh array. Debug mesh array. End. Компонент. Сюда добавить, а вот здесь вот. Я понимаю, что там было бы выгодно двигаться и расчеты от количества вести, но я здесь просто их буду удалять и все. Debug mesh array. Debug mesh array item if item this твой компонент. Mesh array empty. Вот так вот сделаю и не буду морочиться. Еще единственный момент, нам надо взять параметры от вот этого куба, который у нас есть после вот этих всех регистров и прочего, и задать ему set static mesh, типа сделать set static mesh кубе get static
mesh. И тоже кубик компонент. Set material, пожалуйста, пусть будет есть контакт. А теперь остался еще последний рывок. Кубия. 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 Get material. Ну вот, начинается. Ну почему у нас есть get, set, но у нас нет get? Этого душу любил. Set, set material. Что ты тут делаешь? Elemental. Mark какой-нибудь. Get materials. Get materials. Потому что там массив. Get materials. Подожди. Get materials. Ну, 0. Ой, епт. Балбес. Set материал, он принимает в себя индекс и материал, который этот индекс 0 получается, он принимает в себя и этот возвращает. А этот get materials, material interface. Я в душе не гребу, какой там этот самый. А что-нибудь попроще есть? Класс материал, я в душе не гребу, что это такое? Давай его просто передадим. Молодец. Это именно я и хотел сделать. Может просто переопределить оператор. Вот. Он будет и get, и set. Не, вот переопределять операторы точно не выход. Так я что-то не пойму, что хочет от меня этот. Он же как бы... Set материал. Это set материал. Мне нужен get мой материал. Что принимает в себя get materials? Это T-Array, который... который возвращает. Я балбес. Я балбес 0. Вот так вот. Все, я что-то... Беды с башкой. Так. Кубия. И нужно еще один моментик. Это вот это вот. Transform. Set transform. Set transform. Ну, давай get world transform. Кубия. Get world. Это. Вот я обожаю вот мы сделаем. Короче, обожаю. Сокет, компонент, трансформ. Ну, нейминг, как бы, да, нейминг. У меня плохой епиков, хороший. Там компонент, там не компонент, там ворлды, там эти... Ладно, ворлды, ладно, это я... Егор, это там все хорошо с этим. А вот с этим, конечно, да, там просто получить трансформ. Там именно компонент надо указать. Там еще что-то, ужас. Так, смотрим, работает ли это все. Работает ли это все. Location установили, rotation установили. Компонент трансформы все установили, все установили. То есть все у нас должно быть четко. Так, единственное, что это мы берем вот этот кубик. Здрасте. Здрасте.
Visible убираем. Тут вот у этого товарища Biz Debug ставим и вылетаем в помойку. Вот это усики. Это ж в какие трусики они пропускают. О, это прям неведомый Scene Component, Stop Attachment, ему не понравилось. Name Tavern. Ну, окей. Ну, компонент, то есть он создал. Не, подожди, он ничего не создал. Он там 0 поинтер, овнер 0 поинтер. Ну тут напрашивается шутечка. Это какая шучечка там напрашивается? Точно не в женские. Че, в твои, что ли? Подожди. Стою на асфальте. Я в лыжи обутый. Ну ты должен был, сказал, твоей мамаше. Ты чё сценарий не читал? Слушай, ну так из меня этот самый. Я лексикон дотерский уже забывать начинаю. Так. Да, твоей мамаши. Так вот надо было. Так. Давай вот так вот сделаем. Ну, ГПТ, давай. Все в порядке на Руси, пока папа может все. Надо передавать вот это вот this сюда передать надо. This мы забыли передать, поэтому он, короче, в помойку отправился. Кстати, property. Set material. Vietnam Materials есть, смотри. Единственный косяк с Cube Component: ты создаешь компонент, а сборщик его может чистить, когда захочет. Но мне это надо в редакторе только. В редакторе он не будет. Если не на это расчет, то косяк. Это же мне только в редакторе нужно это действие. Мне он не будет создавать их в этом. Мне это чисто для визуала в редакторе. В редакторе он ничего не будет чистить. Или будет. Но он это не часто делает в любом случае. Там. Да и он находится, он в view-property под TRM. Так что я же записываю их. Подожди, вот тут ГПТ мне предлагает сделать следующее. С куба. Get нам materials достать. На всякий случай. Так, есть запустили. Причем здесь запустили, у нас же тут тесты. И ни хера не работает. А знаете почему? А я не знаю почему. А вы знаете почему? Потому что я не знаю почему. Проглядел добавление, тогда норм. Это да, норм. Да, ничего не работает. Так. Потому что я дебаг не поставил. Дебаг ставим и улетаем в помойку сразу. Пяу! Так. Почему в помойку улетели?
Relative location ему не нравится. Будешь, значит, world location. Мне вообще как-то world, relative. Я думал по-человечески с тобой. А ты со мной вот так вот. Ну ладно. Чисто так на рандоме тыкаемся сейчас. Что получится? Прикольно. А в итоге такие, ну его нахер, это эти сплайны, короче. Будем плодить компоненты. Точно, четко все было. Через инстанс вот этот вот. Статик мэши, просто их видно, не видно и все. И не морочить себе голову. Десплайны не для этого предназначены. Да я знаю, что не для этого. Ну как не для этого? Они предназначены для точек. Все. У тебя есть точка 1, точка 2, точка 3. Все, ты точки удобно расставил. А дальше ты уже, ну, можешь, ну, получать точки между точками. А нет, Unreal 5. Это же лагать у людей в 4 копейках будет на 5090. Не будет. Не будет. Unreal с лагами ничего общего не имеет. Biz опять в помойку улетели. Да что ж такое-то? Так, еще раз. Ему не нравится, что мы... Point location. Ему, короче, не нравится такая история. Не хочет. А почему ты не хочешь? Socket name. Stop attachment should only be used to initialize attach parent and attach socket name for a future attach component. Once a component is registered, you must use attach to component. И stop attachment. Attach to component. Сцена компонент не нравится или 0 или есть наследник. Не-не-не-не-не. Ему не нравится вот этот метод не stop attachment, а attach to component. Нужно использовать attach to component. Вот это вот нужно использовать, потому что тот метод для конструкта, а это для фейла. Failed. Я запуск нажал. Нет, не надо запуск. Еще раз. Attach to component. Attach the component to another scene component. Он же тут еще принимает всякие параметры, я их не передал. Attached rules. Ай, черт его знает, какие attached rules тебе надо. Вообще обалденно придумано. F attachment transform rules. Вообще прикольный товарищ. F attachment transform rules. F attachment transform rules. 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 Что значит? Тип релатива. Rules. Или он так не захочет создаваться. Или что, keep relative. Const F attachment. Он что, блядь, этот что ли? Он... А с чего он F? Потому что он F. Keep relative transform. Все. Остальное нас не интересует. 100 лет не присоединял attachment. Эти самые. Все, есть. Смотрим. Нажал, молодец. Так, дубль. Кто считает, какой дубль? Очевидно же. Он F, потому что энумератор. Логично же. Да. Логично.
Points count. А с чего это он points count и не Сам что, он один раз, что ли, выполнил? И он же должен был там шлепать только в путь. 7. А эта структура, логично же. Ну да. Е это структура, F это енамчик. Это по логике. Вообще это структура, просто они зачем-то там статик идет. И вот это вот что-то там возвращает. Потому что енам, он же немножко вообще даже по-другому светится. АО это обед. Да. Да. Короче. Почему он только один раз его сделал? Он только одного создал. Я молодец. Кто молодец? Вы знаете, кто молодец. А потом я задал локейшн и ротейшн, а потом все нафиг трансформом слил. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Scale. Тут есть scale? Я хочу scale. Set world scale, что ли? Или что это? World scale. Scale 3D. Кубы get component scale. Сейчас будет, смотри. Easy. Гениально, трансформом все себе похерил. А че он в одном месте там их наспавнил, да? Так, бул мы сняли, бул мы добавили. О! Вот оно, наше счастье, вот. Ну, там навигация, конечно, билдится. Надо сделать как-то, чтобы она не делалась. А как мы это сделаем? Это надо, чтобы еще коллизион принимал в себя. Другое. Ну, в общем. Вот такая вот история. То есть у нас есть куб. И мы теперь можем ему вот так вот двигать его. Поняли? А вот это мы можем Красота или вот так сплайна вот. рулит. Да. Вот, мы построили, и теперь можно... А можно? А можно. Вот, такая вот фишка. Правда, есть нюанс. Знаете, есть маленький нюансик. Мы когда двигаем этот, у нас этот зачем-то двигается. А зачем ты двигаешься? Теперь и эти двигаются. Есть нюансы. Есть. Знаете, тут есть проблема одна. С этими сплайнами появилась так невзначай. Что они как бы двигаются вместе. Ну, короче. А вот этот уже не двигается. Все зафиксировали. То есть, если локация немножко, точнее, rotation сбит, то он все уже не двигает его. Ну да, не двигает. Ну, в общем, вот оно для тестов. То есть мы нажимаем кнопочку debug. Вот так вот выходим. Debug, правда, она сейчас ничего не сделает у нас. Чтобы она сделала, надо ее дописать. Нам ничего не надо дописывать, подожди. Нам ничего не надо дописывать. Нам единственное, что надо, это вот это сюда перенести и все. Вот и все. Попробуй выделить все точки и переключить тип с кривой на линейную. Сейчас я дебаг. Вот, дебаг включить, выключить. Так, выделить все точки. Что значит выделить все точки? С кривой на линейную. Это как? Что это значит? Давай вот тут вот сразу в этом, в акторе. Вот сам сплайн. Что мне тут делать? Что значит с кривой на линейную? Тип, type. Тут есть type где-то? Лайнир. Или что-нибудь. Type какой-нибудь. Тип говорит type. Ну давай type. Нет такого. Лайнир. Точку выдели. А что, это каждой точки касается, что ли? Ну, выделил.
Location, rotation. Что, type написать? Type есть, да, курва есть. Курва, лайнер. Или на что я? С кривой на линейную. На лайнер, да? Так, а что мне это даст? Курва, лайнер. И первую. Все, переделай, чё. Ну-ка, давай тут type. Подтянул его или нет? Курв, кастом. Не, ничего не подтянул. Ну, лайнир, хорошо, выделил. Лайнир. Все, он типа применить, что мне это даст? Это чтобы... Это чтобы что? Не помогло. Куда я смотрю? Я думал, поможет. Это не особо что-то изменилось. Курв трансформ. Подожди, а у него все равно курв трансформ. Вот это лайнир. Лайнир. А вот этот курв. Подожди, почему? Лайнир. А по Z поднимай. Покажи, что будет. Ой, смотри, ему еще хуже стало. Он еще и сам крутится теперь. О, какая беда. О. Что мы будем с этим делать? Подожди, а что-то еще есть? Констант есть. Может, констант все надо сделать? А ну давай вот это тоже констант. А он не меняет его, смотри. Ну, вам не видно, но, короче, верьте, он не меняет. Это поменял, это не меняет. Ладно, в общем, все, лайнер отправляется. Обратно, а там плюс-минус можно его контролить. Проблемы с вращением кубов. Пока проблем никаких нет. А, ну смотри, оно обратно... А, так лайнир, я же ставил и так лайнир. Подожди. Курва. Вот. Я сейчас проверил инстанции. Их по отдельности, к сожалению, можно выделять только в самом классе. Ну да. Ну, ты вот так вот выбираешь класс. Вот тут вот находишь его. И вот таким вот образом выбираешь условно, ну, в данном случае это наш куб, тут либо сплайн, вот так вот выбираешь его, и все. Вот, в том-то и прикол, что ты можешь здесь выделить, короче, вот так, оп. Понял? И у тебя типа, выделена именно она. Эта вот штучка. Вот единственный момент это с вот этим, вот то, что он, короче, его вертит. Хотя он его не совсем и вертит. Видишь, как получается... Он его вроде бы вертит, но вот тот он не вертит почему-то. Вот этот я потискал. Точнее, не то, что потискал, я ему, смотри, rotation изменил. В эту сторону, потом обратно, допустим. И все, и больше он его не тискает. Я не знаю, как это работает. Да тогда лучше использовать просто статик меши типа небольшие сферки. С таким успехом тогда сразу можно просто акторов этих расставлять. Зачем тебе локации вот эти расставлять? Здесь можно этих акторов сразу расставлять, и они уже на сцене. Ну, если не делать сплайны, не делать вот это, вот просто тогда этих акторов Всё расставлять так. и все. Типа и все. ПБ твой трансформ метод не всегда вызывается. Но я думаю, чтоб ты мог двигать, как ты говорил. Но тут понимаешь, в чем... Блин, тут много в чем прикол. Тут у всего свои минусы, у всего свои плюсы есть. Сплайн чем удобно, что ты потом можешь скопировать его и вставить в другое место. У меня-то второго игрока точно такое же поле. То есть ты можешь просто его-напросто скопировать. Вот смотри. Сейчас я попью. Вот у тебя есть вот эта часть. Ну, допустим, ты скопировал мне не то, что я хотел.
У меня не получалось копировать именно сам сплайн со всеми точками. Сейчас покажу. Сейчас я вот этот вот дебаг уберу. А чё дебаг теперь не убирается? Они все остались, да? Короче, вот он. Ты берешь его. А он теперь его никогда, да, они не почистят. Все, они теперь вечные там. Ну ладно. Ты вот так вот копируешь, вот у тебя два сплайна идет. У тебя первый сплайн, второй сплайн, вот они пошли. Ну, он там будет один, но неважно. Ты вот так вот берешь, делаешь и enemy pass. Он берешь, так вот его копируешь, и все, у тебя второй enemy pass есть. То есть ты его там повернул на 180 градусов. Ну актором можно, да. Вот таким вот образом ты его повернул, и все, у тебя он есть. То есть у тебя уже две одинаковые этот самый. То есть ты одну делаешь, и все, у тебя как бы все хорошо. Так, у меня тут вопрос по поводу вот этого вот. Что это такое, почему он его не удалил? Вопрос, однако. Что это такое? Без дебаг. Он там новые создают, что ли? Да еб, ты задолбал на этот лендскейп попадать, я его сейчас вообще удалю. Будешь меня бесить. Давай, сохраняй. Сейчас все это сохраним, перезапустим. А может лайфкодинг что-то. По идее, он-то должен его удалить. Вот он его тут destroy компонент делает для этих айтемов, которые в array он делает destroy. И потом новые создает. Слушайте, а может быть тогда не destroy? Сейчас тихо. Destroy это destroy, но в начале item set visibility. Не-не-не, там in-game что-то be hidden in-game equal true. Так, сделаем. Пусть остается, хер с ним. Даже если оно так это самое, короче, не хочет удалять, пусть остается. Мы его просто скроем и все. Коллизию еще бы ему убрать нафиг. И все. Было бы счастье. Set collision, no collision, по-моему, как-то так есть там. Copy component, set collision enabled, collision enable, no collision. Вот так вот сделать. Set visibility, false, set deningamma, true. Set visibility false. Visible in-game. Да я уже поставил все. В in-game там достаточно. Лайфкодинг быстро. Оп. А что ты отображаешь? Я почему дебаг? А, потому что сохранил дебаг, понял. И вот теперь все работает. Он, конечно, их может там пачку создавать. Ну да ладно. Но коллизии теперь нет, то этот не должен. А, нет, смотри, навигацию все равно билдит. А нафига он навигацию билдит? Скажет мне кто? Он и перебилживает, если, ну, ничего не меняется. Тут нет коллизии. Что он делает? Дурак, что ли? Ну, окей. Да. О, смотри, не двигается. Двигается. Флаг эффект навигация. Это ты вот тот параметр мне предлагаешь отключить, который теперь этот двигается. Слушай, ну вот это, конечно, геморрой, то, что они двигаются. Точки сами rotation меняют. А я не помню, где он. Навигation. Или тут просто найти его. Не тут. Ой, ёпта. А где, если не тут? В самом меше.
Чё, флаг, эффект навигации. Самый мышь сейчас. Размер тангенса сплейнпоинта попробуй уменьшить. Это усики эти. Че не понял. Усики, тангенсы, сплайны какие-то, мыши, навигация. Как еще раз там? Флаг, эффект навигации. Can Effect Navigation. Вот он, да, есть. Can Effect Navigation. Can Effect Navigation. Но это он возвращается. Set Can Effect Navigation. Это он устанавливает. False. Вот. Какие он дела. Потом вот эти вот ротейшены, чтобы не менялись. Там по-любому есть какая-то галочка условная у этого самого. Вот. Видишь, да, конечно. А ну давай ГПТ. Давай ГПТ потракунем его. Если ставить фиксированно ротейшн вручную. Вместо использования сплайна для ряда. Молодец. Хранить замороженный. Молодец. Сделать сплайн линейным без автотаргетов. В редакторе у Spline Point можно выставить type linear. Тогда поворот сегмента не будет пересчитываться при изменении соседних точек, но кривизна исчезнет, только прямые линии. То есть все-таки, как сказал этот самый Тифалор, может быть тогда мы удалим этот? Новый достанем. Смотри, сейчас вот так вот открываем его. Вот тут вот в тайпе. А, там же в этом, подожди. Где? Вот здесь у этих, у точек type есть. Type. Точки type 1, у точки type 2. Linear. Все это скомпилировать, сохранить. Еще раз выбираем linear. Все, есть. Там еще есть Default Up Vector, попробуй все на 0 поставить, PB поможет. Сейчас. Вот у нас точка 1. Я не знаю, правда, это точка 1 или не точка 1. Вот этот. Блин, я твою душу любил. Вот это точка 1. Вот это точка 2. Все. Давай сюда. О, как прикольно меняется сразу этот. Давай и без debug поставим. Да, без debug. Там еще есть default up vector. Попробуй все на 0 поставить. Default up vector. Ну, поставил на 0, хорошо. У этого и так 0. О, это оно. Так что крутит, сами точки сплайна или кубы. Все. Кубы повторяют точку сплайна. Они повторяют его и rotation, и location. Все повторяют его. А, ну прикольно. Это как ты понимаешь, в чем прикол? Есть маленькие нюансы. Когда я поставил нулевку, теперь он вообще их не крутит.
Мне что надо, чтобы он их крутил, но он их не крутил. Понимаешь, в чем прикол? Он их крутил, но он их не крутил. Вот в этом проблема есть. Ну, лайнер нам не подходит. Лайнер нам не подойдет. Да все в помойку эти сплайны. Тайп. Ну, давай под конец доиграемся уже до конца. Констант есть. Давай констант попробуем. Сейчас все попробуем. Просто попробуем. А почему ты не хочешь? На курву хочешь, а констант... А, вот теперь и констант хочет. Погодь, там ведь у тебя в компоненте можно выставить лог rotation у куба. Так, а толку? Компонент это визуально. Мне-то надо, чтобы потом компонент, ну, типа, вот как куб стоит, мне надо, чтобы также и стоял потом этот. То есть он взял ротейшн именно вот этой точки, и он же на этой точке будет спавнить точно такие же кубы в дальнейшем. Только акторы. Там не кубы, там акторы. Ну, короче, в общем, но в которых кубы. И мне-то его ротейшн нужен. Вот в том-то и прикол, что мне вот так вот и получается, что мне нужно, чтобы он вращался, но при этом не вращался. Вот в этом прикол. Ну, курва, короче, от кастомы какие-то. Курв кламбит. Курв кастом. Курв кламбит, давай хочу. Чё и чё? А чё? А я ничего. А, он вообще внутрь пошел, смотри. Что я ротейшн ему, наверное, там задавал. Да задавался какой-то ротейшн ему странный задал. Что-то ему плохо теперь. Нормально. Пойдет. Не, все это шляпа. Все это шляпа. Курв. Давай, курв. Курвы, курв. Достаем еще разочек. Выбираем второй. Обратно в арена. Все это сохраняем. Баг. Я говорю, попробуй усики уменьшить у сплайн пейнтов. Есть шанс, что поправит ситуацию. Так, а как ты умеешь? В смысле уменьшить? Что значит уменьшить? Что значит уменьшить? В каком смысле уменьшить? Так, что ли? Ой, это я двигаю его. У константы вроде этих усиков вообще нет, но это не помогло. Ну да. Еще меня вот это раздражает. Дырка осталась. Где ваш... Сплайн point клавиша R. Скейлишь по оси. Где ваш... Я уже уменьшил. Вон они маленькие, смотри. Или что, у меня вот они ничего не делают. Вот, я их уменьшил, смотри, все, они в ноль. Усики нельзя трогать. Да. Все, вот в ноль. Че, ой, я опять их двигаю. А если через одну делать? Все, видишь? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Двигается как оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин, он эти оставил впустую. Это просто беда какая-то. Что-то их А не удалил. вторые усики. Уменьши. Сейчас вторые уменьшим. В нулину. Ну, почти в нулину. Я до конца буду верить в усики. А не, подожди. Хорошо, вот. Мы дублируем тоже с маленькими усиками. Ты что, мне усики дрочить, что ли, вот эти вот? А, так усики вернулись, вот. Что толку-то? Я так затрахаюсь усики дрочить. Вы что, гоните?
Слушайте, ну, типа, блин, я тогда буду просто расставлять Можно эти как-то лучше. задать, чтоб усики всегда 0 были. Слушайте, может быть, просто пошел нахер этот сплайн, ну, в этом случае, и просто расставлять эти, потому что, ну, это какая-то дрочка. Ну, у меня дрочки меньше не стало, у меня ее прибавилось только с этими усиками, ну, типа... Если это так, действительно, ну, здорово. Может на констракшоне их скелет всегда, либо параметр найти, если есть. Я тебе через один будет работать как часы. Что значит через один? Не, ну, вот через один, да, будет работать, здорово. Так, а что ты мне предлагаешь? Подожди. А как ты мне предлагаешь? Просто игнорировать его? Ну, типа, в коде просто через один, типа, нулевый мы берем, в нем ставим что-то, первый пропускаем, типа, да, первый индекс пропускаем, во втором спавним, третий индекс пропускаем, в четвертом Как же спавним. я ору с этого? Хотел оптимизировать процесс, но все как обычно. Ну да. Гений, миллиардер, Два. плейбой, филантроп. Нет, это понятно, что ты берешь остаток по двум и этот самый. Я просто тебе сам смысл объясняю, как это будет работать в коде у тебя. То есть у тебя код будет просто брать, игнорировать через один. Это что-то какая-то... Ну, это костыльная история. Проще уже отказаться от этого. Я понял, что ты предлагаешь. Ты предлагаешь такую вот фишку. То есть у нас есть вот это вот мы не трогаем. Надо еще, наверное, один добавить. Вот. То есть у нас есть вот этот, мы его спокойно двигаем, как нам надо. И у нас есть вот этот, мы его спокойно двигаем, как нам надо. И все. А вот эти два, они игнорируются. Я понимаю, но это какая-то что-то дрочка. Тем более... Ты сам говорил, Дин Дираклу, вспоминай про планеты. Ну да, да, Это но... про Элизию. Нет, тут... Не-не-не, смотри, прикол не в том, что иллюзия, не в плане для игрока, а в плане для... вот, ну вот смотри. Ты когда вот такую вот цепочку выстроишь, разную, вот такую цепочку ты выстроишь, тебе нужно, вот как ты будешь считать, вот этот, вот этот он пропускается или вот этот вот пропускается. Представь, у тебя большая линия вот такая вот идет запутанная. Вот как ты визуально, чисто вот визуально будешь определять, что вот это пропускается? Считать? Раз, два, так, вот этот не пропускается, это не пропускается, пропускается. А, все, ну вот это пропускается. Вот так что ли будет происходить? Это же порнография. Я вот с этой точки зрения говорю, что это, ну, это ужасная история. Это визуальная боль. Я пока вижу только дрочку, ну, Я отходил. О чем речь? о дрочке. Но в теории можно на констракте материал менять или скрыл в ноле, но это же костыль. Ну да, кстати, вот в материале хорошо можно менять. Это хорошая история, но это да, это На костыли. скрипте чисто ради интереса сейчас повесь цикл по каждой точке сплайна и скилли усики в ноле. Усики в ноле. Как мне... А как хорошо, усики в ноле. Хорошо, давай. Удалить там. Хорошо, усики. Усики. Сплайн, усики, сплайн, усики. А что такое сплайн? Ну, хорошо, сплайн. 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 Вот наш сплайн. Get усики. 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 И передаем индекс, да? Индекс у нас и. Нет такого. Нету. Видишь, не хочет он get усики по индексу брать. Просто что такое усики? Как они называются? Женские трусики передавать нужно. А, женские трусики. Усики красивые бусики. Попробуй get сплина асик. Сплин. Сплин, усик. Ну либо get сплины point. Сплин, усик. Усик. Нету такого, усик. Курвес есть. Сплине курвес есть. В сплине курвесы. Возвращают. Есть сплины point скиллы. Короче, слушайте, я прихожу к выводу, что мы будем акторов. Сплины Киорвс. Get сплина spline point ай. at. Get spline point at. Выкини эти сплайны в сторону ГЭС, там им место. Вот может быть.
Не, ну с точки зрения именно для расстановки этого, может быть, они сейчас в помойку полетят. Вот они очень близко к этому. В помойку полететь. Ну что действительно, как-то, ну, мы, короче, геморроя кучу. Вот, ну, это вот примерно вот это вот. То есть ты написал кучу кода для того, чтобы оно тебе визуально подсказывало, хотя у тебя уже есть визуально. У тебе надо подстроить то, еще третье, десятое, потом Ты вот же это самый с геморроем. предлагал. Самый предлагал, что именно? Вот эту вот фигню? Ну, я думал, что оно будет нормально, но, видишь, мы столкнулись с этой что оно поворачивает, и нам надо придумать геморрой, чтобы оно не поворачивало его. И у нас получается уже неудобно это все. И получается, что мы возвращаемся к просто расстановке. Нет, вот он The Camel Case Inquisitor. Что эти самые... Но он предлагал с точки зрения этих мопцов. Мопцы ходили. Мопцы просто... Просто вообще кайфово. Получается, с мопцами все отлично. А с башнями что-то шляпа. Что-то мне вообще не нравится. Не нравится мне, не нравится. Да осталось усики отскилить, подумаешь геморрои. Не то что газ, там-то уже за тебя было написан скейл усиков. Неинтересно, а тут вон. Там мобы это база. Уже стрелки переводят. Сделать как Дендеракл сказкал тоже шляпа. У тебя не получится со сплайнами только что сделать как шляп, потому что там ротейшены у них меняются. Надо быть внимательнее, внимательнее. А по поводу вот этих волюм-боксов, это вообще, мы об этом не разговариваем. Осталось усики отскелить, подумаешь. Это как отсклеить? Да, ну что мне ГПТ сказать? Дай мне метод отскелить усики, он скажет сет усики. Ну он скажет сет усики, ну а что толку-то? Вместо кубов круги сделай, зачем кубы? Можно и круги, хоть Тебе эти что с самые. ратишоном надо конкретно? Игнорить его. Блин, Дракла только что с этим игрались. Я понимаю, что ты отсутствовал, но ты когда центральную точку двигаешь в этих самых, у тебя соседние двигаются. Усик get spline point at I. Get spline point at и. Он возвращает усик. Он возвращает Усик spline set point. scale. Spline point он возвращает, хорошо. Set scale, точка set scale, точка. А чё этот самый, а чё он не хочет? А чё мне нравится и? Индекс, и в spline. Coord, instance space. Так это ж вот эта вот фигня. Ну чё, world нам надо, world, хорошо, world. Чё, точка, точка куда? Set scale, set scale. Ты меня банишь, нет такого. Просто есть скилл. Ну так, Подожди, не после обманывай, этого стоять. Женщина Скилл сделай просто игнор, есть. если измененный компонент был соседом. Завидую я тебе, Дендеракл. У тебя так все просто. Че, мы в нулину его убиваем? Так не работает. А почему так не работает? Потому что F-вектор. Где этот самый? Ёпт. Но усики не убитые, смотри, усики ему пофигу. А еще больше он становится. Слушай, ну они только увеличиваются. Слушай, я только что понял, что размер усиков зависит от половины дистанции до точки. Хахакаля лучше новую схему с башнями придумывать. Я тут сижу угораю с усиками. Конечно, это костыль дичайший. Ну вот и я о том же, что это шляпа полная какая-то. Просто я сейчас пытаюсь то, что не подходит под это, просто, короче, сова на глобус. Сова и глобус. Знаете, что делают с совой и глобусом?
Вот. Вот это и пытается сейчас происходить. Точнее, вот это сейчас и происходит. Нет, шляпа. Все. Здесь это не подходит, курва. Фу, курва. Этот сплайн курвес, вот этот вот. Вот этот тавер тоже идет в помойку. Вот это все идет в помойку. А как открыть файл именно этот? Я, по-моему, как-то это делал. Open in Editor есть. Файл. Ну ладно, я так найду тебя. Я тебя найду. Все, я его сейчас удалю нафиг. Все, сплайн таверс этот. Надо этот, кстати, закрыть. Сейчас мы тебя удалим. О, сейчас мы тебя удалим. Как мы тебя удалим сейчас? Сейчас бы еще найти тебя. О, сейчас как я тебя удалю. Source, SBD, Public, Spline, Spline Towers, Header. Полетел. Помойку. Private Towers. Ой, подожди, Private Spline. Spline Towers в помойку. Studio Project Files. Ну, короче, в общем, это очень интересный был опыт с усиками. Но... Но. Тогда нам надо сейчас создать... надо создать... Надо создать... Или мы, наверное, сейчас... Опа, ошибочка. А что ошибочка? Где? А, ну да, Spline Tires. Значит, что такое? О, Spline Tires. Там еще сейчас в геймоде будет ошибка. Так. Создать... Да ёпт, за ошибки. Я, конечно, хотел ошибок, но... Ну ладно, что хотел, то и получил. Правильно, миллион ошибок. Как его? Тавер спот. Спот тавер, тавер спот. Тавер спот, спот тавер. Тавер спот, спот тавер. Как бы назвать? Тавер спот, наверное. Единственное, что вот их, конечно, можно в группу объединить. И удобно, но... Ну, это максимально удобно, короче, с ними редактироваться. Но вот именно дублироваться это неудобно будет. Но меньше кода на begin, ну, то есть на начало старта матча. Потому что эти точки уже стоят там. Его нужно просто заспавнить. И все. Ему не надо, там, условно, там, какие-то хранить эти, потом самостоятельно все это спавнить. Все это вот это делать. Это будет попроще. Попроще, но это... Да. Знаете, какая проблемка будет? Будет маленькая проблемка. Нам надо их всех собрать. Они же должны относиться, если там сплайн, мы только сплайну наметили, что он, да, и он отспавнил всех, и как бы он о всех этих значениях, он по локациям отспавнил, ну, короче, в общем, передали, что вот эти спаун-поинты, они только для этого игрока существуют. А тут-то нам надо будет их всех собрать, каждому дать таг, чтобы потом проверять, что мы куда кликнули. Вот это вот вся история. А это прям успех. Так, актор. Тавер спот. Паблик. Таверс.
Тавер спот. Тавер спот. Тавер спот. Или не тавер спот? Тавер спот. Тавер спот. Тавер спот. Ну, в принципе, логично. Все логично, все логично. То есть это место тавера. Да просто замени сплайн на обычные статик меши, не инстансы, все будет как хочешь. И в этом же актаре принадлежность к игроку. Сплайны обычный статик мэша. Подожди, ну хорошо, давай, подожди, класс я еще не создаю. Давай, статик мэш, хорошо. Где мой тестовый этот? Тест. Вот этот в помойку. А где? Ой, да ладно, он где-то там находится, где-то там он есть. Пусть. Короче, потом. Актор. BP Instance тест. Открываем. Что ты говорил? Instance static mesh добавить, да? Мы добавляем сюда кубе. Прочти еще раз. Так, да просто замени сплайн на обычные статик меши. Не статик меши. Все будет равно какой. И в этом ажакта принадлежит игроку. Все, не инстанс статик меш, обычный статик меш. Статик меш. Статик меш. Ну да, статик меш. Кубе. Кубе. Cell. Cell. Compile. Вместо точек сплайна статик меши. Понял, что я имею в виду. Сплайн статик меш. Ну вот, ты расположил вот эти штуки. Вот эти штуки. Потом ты выбираешь этот static mesh и вот таким вот образом его делаешь. Вот, все, у тебя там существует у этого актора вот эти вот кучу статик мешей. Все, вот они, все пошли. Ну, правда, если ты это, то тут, короче, ты так не выберешь, как там. То есть тут надо вот этим вот страдать будет. То есть искать вот тут вот их, заниматься поисками. Вот этими поисками заниматься, что не очень удобно. Слушайте, а может Details вообще сюда перенесем? Это у нас здесь пусто всегда. Вот так вот. Как вам? И сразу Details мы... Потому что эта панель у нас вообще всегда пустая. Мы почти вообще нафиг не пользуемся. Level сейчас нету. Details здесь удобно. Надо привыкнуть только. Короче, вот. И дело в том, что вот так вот выбирать надо будет. Вон в чем прикол. Вот, то есть среди вот этого списка искать этот минус. То есть ты не можешь на сцене выбрать вот так вот клик просто сделать и все. Или ты не можешь, потому что там этот стоит. А если мы сейчас другой материал поставим? Ну-ка. Алло. Давай вот этот материал белый. Нам не надо, чтобы он прозрачный был. Все. Применить. Все, применить, все сохранить. Давай, вжух. Нет, так не хочешь вжух, да? Так, вжух не хочешь. Окей, мы тебя сейчас удалим, и другой создадим. Так, это я сейчас скопировал этот. Я не то скопировал. Тогда не годится. Не, смотри, выбирает, все нормально. Все окей. Не, нифига он не выбирает. Он выбирает после первого. Ну, то есть вначале надо выбрать первого какого-нибудь, а потом выбирать второго. Так вот, и все, как бы, и нет проблем. То есть ты также через Alt вытаскиваешь, создаешь их пачками. И спокойно выбираешь, вот, работаешь с ними. Тогда вот тут пусто. World Settings получается здесь у нас. Интересно так. Так вот сделаем.
Как идея сделать генератор этих спотов. Тупо актор с открытой стринг переменной. Пишешь туда, допустим, PNP, что значит прямо направо, а значит получится 4 спота буквой Г. Такой штукой можно будет быстро генерировать нужные сиды спотов. Чисто теоретически. Вот чисто теоретически. Вот представим, у тебя стоит, вот они по порядку. Ну, я это вчера объяснял. Но еще раз, вот смотри, они стоят у тебя по порядку. Это так, то, как ты предложил генерировать. А что мне делать в такой генерации, если я вот так захочу сделать? Вот так вот. Вот так вот. Ну, сейчас оно плюс-минус, да, там можно, но, допустим, вот как-то так. Что мне делать? Вот если я захотел сдвинуть какую-то штучку чуть левее, чуть правее. С генерацией все отлично, если оно должно быть строго ровно, строго по каким-то графикам. Но если тебе нужно какую-то штучку сдвинуть одну во всей генерации чуть левее, чуть правее, то генерация не подходит. Вот если у тебя есть вариант, что ты захочешь сдвинуть какую-то штучку левее, чуть правее, все идет. Да, как то тебе мешает то, сгенерировать это я просто про то, чтобы быстро создать на сцену, а потом меняй вручную сколько взлет. А, типа просто количество, чтобы создать на сцене. Так какая разница, мне что, проблема вот это вот повытаскивать через альт? Создать себе количество. В чем проблема? Тем более, если у тебя уже есть какое-то количество, и тебе ты перегенеришь заново, тебе нужно писать код, который будет запоминать все это, создавать новое, устанавливать на эти самые координаты, а новую куда-то засунуть, чтобы она не потерялась, и потом ты от эту новую тянешь куда. Короче, это дополнительный геморрой. Вот это самая простая история. Все. Тебе не надо ничего генерить. Вот ты расставляешь их себе и расставляешь. Тебе не надо ничего генерить, а потом всю эту пачку расставлять как-то. Взял, удалил какую-нибудь посередине. А если ты посередине захочешь какую-то удалить при генерации? Что делать? А, ну просто удалил, она же просто создает пачку. Ты же про просто создание пачки, все, вопросов нет. Ну, в общем, вот такая вот история. То есть действительно сделать вот эти вот статик меши и все. Самая простая история. Только у меня вопрос, а почему он цел вот этот не хочет? Почему он пропускает его мимо? Типа из-за opacity вот этого. Потому что он прозрачный, поэтому он пропускает мимо. Ну да, видишь, он не клацает по ним вообще. Это именно из-за того, что они прозрачные. И ну, мне так не нравится. Мне, в принципе-то пофигу, ну, если так брать. Что прозрачные, они непрозрачные, они только здесь существуют. Но... Но... Ну, как точки, короче. Ну, вот это вариант. Вот этот вариант будем создавать. Вот этот вариант, да. И его быстро, удобно взял и переместил. То есть ты насоздавал здесь всяких разных вот этих вот фигурочек сделал, потом всю эту пачку взял, если что, вместе передвинул, если что, взял, дублировал. Я сказал, дублировал, вот так вот взял, и все, у тебя их два. Оп, допустим, вторую линию захотел добавить. Опля. Ну, там вообще не так надо будет делать, если вторую линию. Вторую линию, если захотел добавить, то это делается немножко иначе. Это делается будет вот так вот. Подожди. Делаться вот таким вот образом будет. Так, опля, и все. Вторая линия добавлена. Поздравляю. А потом взял и подкорректировал там чуть-чуть левее, правее. Ну да, мы вот это вот создадим. Как-нибудь там creator, я не знаю, там. Что-нибудь сделаем. Потому что на сегодня мы заканчиваем. Вот. Тем более музыка даже остановилась, представляешь? Уже давно, походу. Короче, со сплайнами мы разобрались, поняли, что для чего-то они хороши, для чего-то они шляпа, неподходящая вообще. Ты молодец. Ты молодец.
Так ты так, чё, Деракл, получается, не побил рекол? Шестерка была больше всего. Печально. Грустно. Короче, в общем, сплайны по передвижению мобов мы сделали, они теперь передвигаются по этим сплайнам, все красиво, все четко, все грамотно, вообще прям вообще отлично все. Значит, так вот сделаем. Давай здесь вот так на весь экран. Блин, надо было тот делать. Гейт на KX77. Какес. Ну, сейчас сделаем. Даже шестку выбить было маловероятно. Ну да, но видишь, ну ты вывез, справился. Короче, сплайны вот двигаются, все отлично, все великолепно. Давай еще разок. А там они стоят, что ли? Подожди, я не понял. Или они уже дошли? Или что было? А что они тут стояли? Оп, и остановился. Оп, и остановился. Он же двигался. Что-то сломали, значит. В общем. Мопцы двигаются. Вообще кайфово. Вообще четко. Вообще обалденно. По спавну этих, точнее по сетке через спавн, короче, это было весело. Это было очень весело. Это было круто. Но фиаско, короче, в итоге. Ну, в итоге фиаско. Ну, в следующий раз, что завтра? Завтра у нас пятница-развратница или завтра уже суббота? Завтра уже пятница-развратница. Ну, значит, завтра, если ничего не это самое, то завтра стартанем и сделаем вот эту штуку. То есть, чтобы спавнились башенки. Спавнились споты для башен. Вот так вот. И было все хорошо. Что ж. Ну, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только. Ссылка в описании. И всем пока.